Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, участники соревнований, гости. Начинается первый соревновательный день чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Поединки пройдут по двум коврам А и Б. Главный судья соревнований, судья международной категории Николай Николаев, город Якутск. Главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин, город Якутск. На ковре А начинаются квалификационные поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Любомир Ашеин, Арыскал Григорьев, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б начинаются квалификационные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Джулусхан Тотонов, Эрдем Шарастепанов. Джулусхан Тотонов, Республика Саха, Эрдем Шарастепанов, Республика Бурятия. Добрый день, уважаемые любители спорта, уважаемые любители вольной борьбы. Мы начинаем трансляцию первого соревновательного дня чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе. Первый день мы с вами увидим схватки в 5 весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Сейчас на ковер А вызываются спортсмены весовой категории до 57 килограммов, а на ковре Б мы увидим схватки квалификации весовой категории до 65 килограммов. Так, первыми на ковер А в весовой категории до 57 килограммов выходят Любомир Ашеин и Арыскал Григорьев. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Ну и напомним, что на нашем чемпионате будут представлены 7 команд, 7 сборных. И всего 101 спортсмен в программе мужчин. 60 борцов будут представлять Республику Саха-Якутия. Вторая по численности команда — это Бурятия, конечно же, 25 человек. Ну и, наверное, это будет самые, скажем, конкурентные схватки сегодня между борцами этих двух команд. Давайте посмотрим. В весовой категории до 65 на ковре Б также первая схватка, опять же, будет между представителями именно этих двух сильнейших команд Дальнего Востока. Это Джулусхан Тотонов, красный угол, и Эрдем Шарастепанов, синий угол. Республика Саха и Бурятия. Ну и первыми начинают схватку наши спортсмены, хозяева ковра, Любомир Ашеин и Арыскал Григорьев. Сразу после этой схватки на этом же ковре мы ждем Егора Потапова и Аяла Белолюбского, также представители нашей команды. Конечно, очень любопытно будет посмотреть, что покажут наши спортсмены. Ну и на ковре Б, как мы видим, также началась схватка в весовой категории до 65 килограммов. Между Джулусханом Тотоновым и Эрдемом Шарастепановым. Так, перед вами табло, где появляются и баллы спортсменов, и фамилии. Ориентироваться по трико спортсменов. У нас, к сожалению, пропадает сигнал на ковре Б, но надеемся, сейчас все
устраивает. Ну и как полагается, да, между спортсменами, которые друг друга прекрасно знают и тренируются в одном зале, такая осторожная схватка, хорошо знают друг друга, и, как мы видим, первое предупреждение Григорьев получил. Ну и сразу проходом в ноги получает 2 балла первые. Первые 2 балла, которые взяли на наших соревнованиях. А на ковре Б 1-0 ведет Татонов. Сегодня до 16, но я думаю, что закончится пораньше, до 16 у нас проходят предварительные, утешительные и полуфинальные встречи. Ну и в 17:00 мы начнем финальные схватки. Главный судья нашего чемпионата Николай Дмитриевич Николаев, судья международной категории. Здесь, конечно же, много судей будут работать из дальневосточных регионов. Все команды, которые участвуют здесь, тоже переводят с собой в обязательном порядке. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Любомир Ашин. На ковре Его А ведет соперник в синем трико Григорьев представитель команды со счетом Республики 2-0. Саха-Якутия На Харстал ковре Григорьев. На ковре Б Татонов с поединок минимальным ведут преимуществом. весовой категории до 65 килограммов. Ведет В схватку. красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Джулусхан Татонов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Эрдем Шарастепанов. Так начинается схватка на ковре А. Второй период. Любомир Ашин и Харстал Григорьев. Оба спортсмена кандидаты в мастера спорта. Несмотря на то, что вот ведет, да, достаточно, со счетом 2-0 Григорьев, он больше атакует, находится на центре ковра. Проход в ноги от Любомира Ашейна, и судья показывает 2 балла, его поддержали, и еще 2 балла. 4-2 уже. Сейчас Григорьев ведет. Ашейн вроде догнал, но тут же Григорьев опять же вырывается вперед, и счет 2-4. На ковре Б пока схватка в пользу Татонова. Очень такая равная борьба здесь идет, но еще 2 минуты бороться, так что посмотрим. Устное предупреждение от арбитра. Но сейчас на ковре, наверное, будет тоже очень интересная последняя минута сейчас пойдет. И рисковать надо будет Любомиру Ашейну. Тоже перспективный наш борец, молодой. Конечно, чемпионат Дальнего Востока — это прежде всего шанс для молодых борцов.
показать себя, завоевать путевку на чемпионат России, уже там в конкурентной борьбе набираться и опыта, может быть, показать, конечно, свои лучшие качества. Стараться выложиться на все 100. Проход в ноги, опять же, от Григорьева, и уже 6-2 ведет за 25 секунд до окончания встречи и крестным захватом переворот. Еще 2 балла, 8-2, но тут, в общем, судьба, скажем так, победа уже решена. 8-2 и 11 секунд всего остается на ковре Б. Татонов ведет 2-0 и минута 15 до конца схватки. Здесь будет, конечно, поинтереснее. На ковре А Шаростепанов. победу одержал Харстал Григорьев, скажем, Республика фамилия, да? Саха-Якутия. Шаростепанов. На ковер приглашаются борец. Егор Скорее всего, Потапов, конечно, Аял его Белорусский, брат. представители команды Республики Точно не могу Саха-Якутия. сказать, но, видимо, Весовая категория до 57 килограммов. остается совсем немного времени, и Даша Шаростепанов сейчас зарабатывает 4 балла с одним движением. Вот это да. И еще не Даша, а, извините, Эрдем Шаростепанов. Уже 12-2. Вот это захват, да? На ковре Б Вот это развязка с за явным техническим 14 преимуществом секунд победу до окончания, одержал за Эрдем 12 секунд. Шаростепанов, Республика Бурятия. Уверенно выиграл Эрдем Шаростепанов. Одним На ковер Б движением. приглашаются Алишер Глушак, Еврейская автономная область, Айтал Михайлов, Республика Саха-Якутия. Да. А на ковре А весовой категории до 57 килограммов выходит Егор Потапов и Аял Белолюбский. На ковре Б 65 килограммов Алишер Глушак, Еврейская автономная область, и Айтал Михайлов, Республика Саха-Якутия. Вот интересно вот посмотреть на спортсмена из Биробиджана, Еврейской автономной области, как там борьба у них развивается. Здесь у нас спортсмены из Хабаровска, из Приморья, из Амурской области, конечно. В этих регионах борьба, ну, достаточно уважаемый вид спорта, и занимаются довольно много людей. Проводятся всероссийские соревнования. Хабаровский, Благовещенский, во Владивостоке. И по греко-римской борьбе, и по вольной. Айтал Белолюбский, Аял Белолюбский тем временем 2-0 в свою пользу на ковре А, а Михайлов 0-1 ведет. Да, Белолюбский очень здорово начал эту схватку и ведет уже со счетом 6-0. Аял Белолюбский является сыном известного, можно даже сказать, легендарного многоборца нашего Ивана Белолюбского. Он здесь также присутствует, секундирует сыну, болеет. .07 Белолюбский. Тем временем спортсмен из Еврейской автономной области Глушак Алишер прошел в ноги и в достаточно опасном положении сейчас держит своего соперника.
1 балл заработал за ковер бутылка. Крепкий парень, видно, что функционально неплохо, видимо, готов, но здесь он попался на прием, и чистая победа уже близка. Да, это тоже чистая победа Айтала Михайлова, Республика Саха-Якутия. Проходит дальше. На ковре Б На этом чистую победу на туше квалификация одержал весовой Айтал категории до Михайлов, 65 Республика килограммов завершается на Саха-Якутия. ковре Б. Согласно распорядку На ковре дня, Б начинается первый круг первый круг весовой категории до до 86 86 килограмм. килограммов. Группа А. Приглашаются Алексей Ефимов, Республика Саха-Якутия, Михаил Пешков, Еврейская автономная область. В этом весе не так много участников, да, так что будет проходить по круговой системе, и первый круг мы увидим схватки На ковре Алексея А Ефимова, поединок Республика ведут Саха-Якутия, и красный Михаила трикот Егор Пешкова, Потапов, синий Еврейская трикот автономная Аял область. Белорусский, представители Далее команды схватка Республики между Сафроном Саха-Якутия. Сафроновым и Игорем Сафрониевым. Тоже очень интересные будут схватки. В группе так, Б здесь же Дашанимаев, Булат, Рожин, Илларион, Бурятия и Якутия, Айсен Капырин. Да, это первый круг, мы сейчас с вами посмотрим. Тем временем на ковре А счет не изменен, 7-0 после первого периода выигрывал Аял Белолюбский, и с таким же счетом пока ведет. Ефимов и Пешков, Республика Саха-Якутия и Еврейская автономная область. Посмотрим. Прошел Потапов сейчас в ноги. 2 балла заработал, но за спину сейчас может выйти. Айтал нет. Аял. Еще 2 балла. Судья показывает. И еще 2 балла. Ничего себе. Егор Потапов сейчас 6 безответных баллов взял и ведет уже со счетом 6-7. Нет, проигрывает со счетом 6-7. Интересная схватка. Минута 32 до окончания. Опять у нас пропал изображение на ковре Б. Но счет там пока еще 0-0. Так, Пешков ведет у нас еще там 1-0 в схватке с Ефимовым. Первый период.
Ну и Ефимов сейчас проигрывает со счетом 7-0. Первый период. Вот это да. Даже не успели мы посмотреть, как На ковре Б весовой категории до 86 килограммов баллов отдал. поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Алексей Ефимов. Его соперник в синем трико представитель команды Еврейской автономной области Михаил Пешков. Да, Михаил Пешков. Тем временем на ковре судьи разбираются, да, с челленджем, который Аял Белолюбский. Видимо, Еще раз. Вот два красных. Обратно когда ты он там кая ты. Два красных, синему. Дальше. Он там два красных. Все. 9-0 уже в пользу Пешкова Михаила. Да, очень крепкий борец приехал к нам из Биробиджана и показывает свое мастерство. 9-0 ведет. И возобновляется у нас схватка на ковре А. Счет 4-9 в пользу Белолюбского. Там все-таки судьи усмотрели другие, скажем так, да, действия. Тем временем Пешков досрочную победу одерживает на ковре На Б. ковре Б весовой 11-0. категории до 86 килограммов. Чистую победу на душе одержал Михаил Пешков. Ну и Егор Еврейская Потапов сейчас автономная на ковре А область. будет активно атаковать. На ковер Б приглашаются Сафрон Сафронов, 5 очков разница. Игорь Сафронеев, представители команды Республики Саха. Да, и за спину сейчас Аял Белолюбский выходит. 11-4 ведет. Работает в партере. 30 секунд. На ковре Б сейчас мы видим схватку Сафрона Сафронова и Игоря Сафронеева. Представитель Мегина Кангаласского улуса Сафрон Сафронов и команда Нанского улуса Игорь Сафронеев. Хорошо известные борцы и в национальной борьбе. Сагай. Посмотрим, как в вольной борьбе сейчас покажут себя. На ковре А победу одержал Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Дмитрий Илларионов, Айсен Винокуров, представители команды Республики Саха. На ковре победу одержал Аял Белолюбский. На ковре Б пока первые 2 балла сейчас. Сафрон Сафронов.
Сафронеев. И тут у нас, к сожалению, вот изображение опять попадает. На ковре А сейчас мы увидим схватку Дмитрия Илларионова, Республика Саха-Якутия, и Айсена Винокурова, также представитель команды хозяев. Там баллы убрали, кажется, на ковре Б 0-0. И предупреждение Сафронеева. Да, Сафронов сейчас ведет схватку на ковре Б со счетом 1-0. За счет предупреждения получил этот балл. И первый период подходит к концу потихоньку. Сафронеев пытается тоже свою борьбу показать, но пока безрезультатно. Видимо, решили во втором периоде выяснить отношения уже. Арбитр тоже показывает, что надо активнее бороться. Ну, оба борца сейчас в общем-то в выжидательном ключе ведут схватку. Kömür. Kendi gidi. Katarında. Bu Katarında da. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико Сафрон Сафронов, в синем трико Игорь Сафронеев, представители команды Республики Саха-Якутия. Тем временем на ковре А первый балл у Илларионова, Дмитрия Илларионова. За счет предупреждения получил. Айсен Винокуров более, конечно, опытный. — 20 секунд до конца встречи на ковре А. Нет, до конца первого периода. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха Дмитрий Илларионов, Айсен Винокуров. На ковре Б уже предупреждение Сафронову. Если он сейчас балл не возьмет, то 1 балл в пользу Сафронеева. Да, 1-1 счет сравнялся. И 1,5 минуты до окончания схватки на ковре Б. Кстати, на ковре Б вы можете, да, сразу
за двумя коврами наблюдать. Вот так камера расположена. Так что последняя минута на ковре Б. Сафронов и Сафронеев Игорь. Айсен Винокуров тем временем 2 балла первый взял, но тут же Илларионов за спину вышел. Еще 2-2. Работает сейчас в партере. Был свисток уже. Счет 3-2. Сафронов сейчас ищет захват. У него 15 секунд остается. 10 секунд. Не смог он все-таки набрать здесь баллы, и Игорь Сафронеев одерживает победу за счет последнего балла. Ну, оба балла были разыграны только по предупреждению, так что активных схватки здесь не было. Айсен Винокуров на 2 балла сейчас уронил соперника. Работает опять в партере. На ковре Б победу одержал Игорь Сафронеев, Республика Саха-Якутия. На чемпионате республики На ковре Беларусь Б он стал поединки бронзовым группы призером. Б весовой категории до 86 килограммов приглашаются Выступил только Булат будущим Дашанимаев, чемпионом. Республика Бурятия, и Ларион Рожин, Республика Саха. Но является сильнейшим в этом весе. Сейчас последняя минута пойдет. Так, на ковре Б сейчас вызывается Булат Дашанимаев, Бурятия, и Илларион Рожин, Республика Саха-Якутия. Это группа Б в своей категории до 86 килограммов. Ввиду неявки спортсмена на ковре Б победа присуждается Иллариону Рожину, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки в 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Эрдем Будашанаев, Республика Бурятия, Алексей Данилов, Республика Саха. Да, на ковре Б ввиду неявки соперника победу одерживает Илларион Роджин, Республика Саха-Якутия. И сейчас на ковре Б На ковре начинаются А схватки победу весовой одержал категории до Айсен 65 Винокуров, килограммов. Республика Саха-Якутия. На ковер Выходят на приглашаются ковер Асрор Эрдем Аманкулов, Бодажанаев, Хабаровский Республика край, Саха-Якутия, Алтар Шайшенимаев, Республика и Бурятия. Алексей Данилов. На ковре А победу одержал Айсен Винокуров, и следующая схватка Асрор Аманкулов, Хабаровский край, в красном трико, и Алдар Шайженимаев, Республика Бурятия, в синем трико. На ковре А На ковре ввиду Б. неявки спортсмена победа присуждается Асрору Аманкулову, Здесь Хабаровский также край. ввиду неявки На ковер А соперника приглашаются Асрор Джулстан Аманкулов Федотов, одерживает Иван победу. Степанов. На ковре А Представители команды вызываются Республики Джулстан Саха. Федотов и Иван Степанов. На ковер А приглашаются Джулстан Федотов, Иван Степанов. Представители команды Республики Джулстан Саха-Якутия. Федотов и Иван Степанов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б Будазанаев и Данилов, 65 килограммов. Эрдем Будажанаев, Республика Бурятия, и Алексей Данилов, Республика Саха-Якутия.
На ковера приглашается Джулустат Федотов, Республика Саха. Предупреждение получил Данилов, и сейчас балл Будажанаеву 1-0. Ну и завершающая встреча на ковре Б. Первый круг завершает Джоустан Федотов и Иван Степанов. Джоустан Федотов уже показал себя в этом году на нескольких турнирах, в том числе был в финале в Красноярске на турнире Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Иван Степанов моложе своего соперника на 3 года, 2001 года, 21 год, в лучшем случае, да. А Джоустан Федотов 98 года рождения. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов поединок ведут. В красном трико представитель команды Республики Бурятия Эрдек Будажанаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха На ковре Б Алексей первый Данилов. период завершился со счетом 1-0 в пользу борца из Бурятии Будажанаева. Ждем второй период. Спортсмен выходит в центр ковра. Данилов сейчас за спину прошел соперника, но с такой выигрышной позиции не смог, к сожалению, набрать баллы. Тут же в атаку ринулся и Будажанаев. Здесь очень остро сейчас должна пойти борьба. Алексей Данилов неплохо атаковал вот в начале второго периода, но, к сожалению, баллов не смог взять. Предупреждение сейчас дается устное Будажанаеву. Если он и дальше будет в таком пассивном ключе бороться, только защищаться, то опять могут 30 секунд засчитать. В ноги пытался пройти сейчас. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико Джулустан Федотов, в синем трико Иван Степанов, представители команды Республики Саха-Якутия.
Так, вот 30 секунд засчитали. И сейчас Данилов сравняет счет. Счет 1-1 на ковре Б. Один. Алексей Данилов ведет. Сейчас уже Будажанаеву надо будет сейчас прибавить 25 секунд. Но, конечно, 25 секунд это достаточно большой промежуток. Можно несколько атак провести. Подготовился. Сейчас проходит. Пытался пройти в ноги. Опа! Вот это да. Что показывает сейчас арбитр? 1 балл, да, показывает? Что там было? Ну и челлендж сразу со стороны Алексея Данилова. Федотов тем временем на ковре А ведет со счетом уже 3-0. А здесь, в общем-то, ожидаемый, скажем, результат. Гораздо опытней, ну и старше будет Федотов. А на ковре Б показывает счет 3-1. Сейчас будет повтор. Судьи посмотрят там соотношение баллов какое будет. Ну, 2 балла пока засчитали Будажанаеву. Ну, здесь со стороны Данилова говорят о том, что первым за ковер, да, заступил Будажанаев. Здесь повтор сразу на большом экране судьи видят, так что тем временем Федотов, Степанов 6-4 уже схватка. Интересно. 4-1, да, челлендж все-таки не сработал у Данилова, и 4-1 в пользу Будажанаева. Все. Победу одерживает спортсмен из Бурятии Ардем Будажанаев. Это 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. На ковер приглашаются Эрдем Шарастепанов, Республика Бурятия. А следующая схватка в этом весе. Республика Бурятия. Еще один представитель Бурятии Эрдем Шарастепанов. Он в первом круге одержал победу, вернее на стадии квалификации одержал победу над Джулусканом Татоновым. Джулустан Федотов, Республика Саха-Якутия. Против него сейчас в синем трико выйдет Беликтоп Хайдапов. Также Республика Бурятия. На ковре А Федотов одержал победу со счетом 7-4. И весовая категория до 74 килограммов сейчас на ковре А начинается. Стадия квалификации. Андриан Ленский и Афанасий Афанасьев. На ковре Б начинается Эрдему Шарастепанову, Республика Бурятия. На ковре А Сейчас, ну, на ковре Б 74 килограмма. Виктор Два Шерхаев. спортсмена из Республики Саха-Якутия. Андриан Ленский и Афанасий Афанасьев. Ленский Андриан показал себя очень ярко на чемпионате Республики памяти Николая Николаевича Тарского в Мегино-Кангаласском Улусе, в поселке Нижний Бестях, в новом дворце спорта Парус. Очень яркий борец, большой у него арсенал приемов, так что
Призываю вас также посмотреть эту схватку на ковре А. Думаю, что будет интересно. Из Среднеколымска Андриан Ленский. Ну и, конечно, из Среднеколымска наш ведущий борец Виктор Рассадин, который завтра начнет соревнования в Турции, в Стамбуле на турнире Шардогу, рейтинговом турнире. Очень активно борцы сейчас начинают эту схватку, но пока без баллов. Афанасьев. Опа! Первый балл Андриан Ленский. Вот такой энергичный, резкий парень с хорошей скоростью. Но многие, наверное, любители борьбы уже взяли тоже на заметку этого парня. Если будем следить, как он будет прогрессировать, как он себя покажет на этих соревнованиях. Все-таки очень такая конкурентная весовая категория до 74 килограммов. У нас здесь 9 участников из Бурятии, несколько, да, двое, да, а нет, четверо спортсменов из Бурятии и 5 спортсменов Республики Саха-Якутия, в том числе наш победитель первенства России Станислав Свинобоев, призер первенства мира. Очень интересно будет посмотреть, как он себя покажет на чемпионате Дальнего Востока. Вольной борьбы в 11 часов состоится торжественная церемония открытия. Конечно, Албанов Кумов здесь будет также бороться, тоже очень яркий борец. Василий Шалугин из Бурятии, Буян Церенов, Арик Жапов и Никита Жаргалов. Я жду здесь конкурентной борьбы, действительно. Предсказать очень сложно, кто станет победителем. Ну, наверное, фаворитом можно назвать, конечно, Станислава Свинобоева. Он в первом круге встретится с Василием Шалугиным. А победитель пары Андриан Ленский, Афанасий Афанасьев в следующем круге в 1/4 финала будет встретиться с Буяном Цереновым. Но это, конечно, очень яркий борец тоже. Буян Церенов боролся и на турнире, международном турнире Дмитрия Петровича Куркина. Один из самых, наверное, перспективных борцов Бурятии. Вы его видели уже несколько лет назад на чемпионате Дальнего Востока в Нерюнгри. Тогда он показал себя действительно техничным, хорошо оснащенным, физически очень крепким борцом, одаренным. Тогда он в финале проиграл Герману Устинову, но выигрывал в первом периоде со счетом 6-0, если не ошибаюсь. Ну, то есть это борец действительно высокого класса, который прогрессирует, и думаю, что он сможет составить очень серьезную конкуренцию и Станиславу Свинобоеву. Конечно, наши ребята тоже молодые еще, так что посмотрим. Я вот действительно с большим интересом буду смотреть именно за весом 74 килограмма. А на ковре Б 65 килограммов Жербаев, да, мы видим, выигрывает со счетом 7-4. Два борца из Бурятии встретились. Второй период на ковре А. Проход в ноги от Ленского Андриана. Первые два, нет, даже 4 балла сейчас, да, судья. Такой напористый парень.
Будет интересно посмотреть схватку с Буяном Цареновым в 1/4 в следующем круге. Буян, конечно, будет более, скажем так, уже зрелым, наверное, борцом. Да, и по возрасту он, наверняка, чуть постарше, года на 2, наверное. Опа! Сколько сейчас? Опять 4 балла. Ничего себе, Андрей Англенский показывает красивую борьбу. 9-0. 9-0. И 2 минуты еще остается. Может здесь, конечно, досрочную победу одержать, сэкономить чуть-чуть сил, ну и отдышаться. Ну, в общем-то, здесь, конечно, времени отдохнуть у спортсменов будет достаточно много. У нас не так много участников во всех 10 весах. 101 спортсмен. Ну и как мы видели, там несколько спортсменов снялись ввиду травм, видимо. Что посмотрим. Да, разбудил Андрей Англенский здесь и зрителей, да, немногочисленных журналистов наших. К сожалению, конечно, на трибуны вход зрителям запрещен. Соревнования у нас проводятся без зрителей пока еще. Но будем надеяться, что в скором времени разрешат проводить соревнования при болельщиках. На ковре Б. Да, победу одержал Жирбаев Виктор. Жирбаев, Республика Бурятия. Егор Вензель, На ковре Республика Б Саха-Якутия, объявляется проиграл. перерыв. И сейчас на ковре Б объявляется перерыв. Мы продолжаем наблюдать за схваткой на ковре А. Тридцать 5 секунд. Ну, а Афанасьеву, наверное, надо попробовать все-таки провести какие-то атакующие действия. В общем-то, схватка, наверное, уже, можно сказать, решена, но, тем не менее, попробовать себя в борьбе с сильным соперником можно. Но, видимо, и сил уже на концовку не хватило. На ковре А победу одержал Андрей Англенский, Республика Саха-Якутия. Да, На ковре поздравляем А Андрея объявляется Англенского с первой перерыв. победой. И небольшой, опять же, перерыв на ковре А. Ждем возобновления схваток.
Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, участники соревнований, гости. Начинается торжественная церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. В торжественной церемонии принимают участие министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов, олимпийский чемпион Павел Павлович Митигин, директор Республиканского центра спортивной подготовки спортных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Макумов, главный судья соревнований, судья международной категории Николай Дмитриевич Николаев. Слово для приветствия предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Тренера, спортсмены, разрешите вас поздравить с открытием чемпионата Дальневосточного федерального округа от имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, а также Федерации борьбы России. Недавно, как вы знаете, были ограничения по проведению спортивных мероприятий, и сегодня указом главы нашей республики Алексея Сергеевича Николаева разрешены проведение спортивных мероприятий. Благодаря этому указу сегодня мы проводим этот чемпионат Дальнего Востока, и сегодня участвуют 7 регионов Дальневосточного округа, также 114 спортсменов. Всем поздравляю еще раз с открытием и желаю нашим спортсменам удачи, желания победить и, конечно же, пусть победит сильнейший. Спасибо. Министерством спорта России присвоено спортивное звание мастер спорта России по спортивной борьбе Адинаеву Зафарбеку Мирзаалиевичу, Чурапчинский улус. Присвоено спортивное звание мастер спорта России по спортивной борьбе Захарову Айталу Васильевичу, Чурапчинский улус. Слово для приветствия предоставляется олимпийскому чемпиону Павлу Павловичу Пенигину. Уважаемые судьи, тренеры, представители и дорогие спортсмены, поздравляю с открытием Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Я хочу пожелать вам, чтобы это не в нашей якутской земле, в нашем крае, вы повышали еще раз свое мастерство и подготовились к будущим турнирам и чемпионатам. Желаю успехов всем. Дорогие друзья, на этом торжественная церемония открытия чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе завершается. Пусть победит сильнейший. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, продолжаются поединки. На ковре А весовой категории до 97 килограммов начинается первый круг. Приглашаются Сергей Семенов из Саха-Якутия, Дмитрий Еременко, Амурская область. На ковре Б продолжаются поединки в 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Федор Парнюков,
Нюргун Александров, представители команды Республики Саха-Якутия. Так, у нас возобновляются схватки на двух коврах. На ковре А первый круг весовой категории до 97 килограммов. Сергей Семенов, Республика Саха-Якутия, и Дмитрий Еременко, Амурская область. Так, на ковре Б продолжение 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. Петр Парников и Нюргун Александров, оба Республика Саха-Якутия. Спортсменов вызывают на ковер. Ждем. На ковре А начинаются первый круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Сергей Семенов, Республика Саха, Дмитрий Еременко, Амурская область. Давайте посмотрим на ковре А. Выходит на ковер Продолжается Дмитрий Еременко и Сергей Семенов. Петр Парников, Нюргун Александров, представители команды 97 Республики килограммов. Саха. В этом весе также 6 спортсменов, так что в 3 круга будут проводиться соревнования. В первом круге после этой схватки Алексей Онищик, Республика Бурятия, и Владислав Шумов, Приморье. Ждем выхода Семенова. На ковер А приглашаются Сергей Семенов, Дмитрий Еременко. На ковре Б Парников Петр и Нюргун Александров вышли в центр ковра. И начинается схватка, весит до 65 килограммов на ковре Б. Нюргун На ковер А Александров, приглашается Сергей Семенов. известный у нас борец. Обычно мы его, конечно, видели в весе 61. Призер и победитель различных турниров. Сергей Парников первые 2 балла, да, выходом за спину зарабатывает. А Сергей Семенов только выходит на ковер А. И начинается схватка также на ковре А. Смотрим. Дмитрий Еременко, Амурская область. Семенов активно начинает схватку. Пытается за спину пройти сопернику, но он вышел за ковер, и 1 балл у Семенова. Тем временем на ковре Б 2-0 в пользу Парникова. Счет не изменился. Остается еще 50 секунд до конца первого периода.
А пока без действий спортсмены. 2-0 ведет Парников и Семенов 1-0. Проходит в ноги Сергей Парников, но время и не успел он здесь атаку завершить. 30 секунд на отдых. На ковре А 1-0 ведет Семенов. Все еще вот тут такой сумму, скажем так, да, немного больше атакует Семенов, конечно. Опять за ковер сейчас выталкивает своего соперника, пытается это сделать. И за спину, да, прошел, сейчас нет. Даже чисто сейчас может положить своего соперника. 2 балла сейчас у него есть. 3-0 ведет. Ну и пытается сейчас уложить соперника на лопатки. И это ему удается, да. На туше выиграл Сергей Семенов. Республика Саха-Якутия. Поздравляем с первой победой. Весовая категория до 97 килограммов. Его соперник из Амурской области Дмитрий Еременко. Следующая схватка в этом весе Алексей Онищик, Республика Бурятия, и Владислав Шумов, Приморский край. 2 богатыря из Дальнего Востока, Приморья и Бурятии. Нергун Александров тем временем первый балл заработал, 1-2 проигрывает своему сопернику. Нергун еще, наверное, себя покажет. Пытался сейчас пройти в ноги, получилось это у него, еще 2 балла зарабатывает, 3-2 ведет. Нергун Александров такой техничный, пластичный парень. Наверное, не полностью реализовал свой потенциал. Начинаются поединки в 1/4 финала весовой Из борцовской семьи. до 74 килограммов. Наверное, Приглашаются Буян Царенов, с отличной Республика школой, Бурятия, техникой. Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. Ведет уже 3-2, 1,5 минуты до окончания схватки. Парников в первом периоде был действительно хорошо провел первый период, первую 3-минутку. Но уже ведет сейчас Нергун Александров. Он уже больше в защите сейчас борется. Что может быть чревато? Да? Еще одна атака, вот один проход в ноги. Если сейчас 2 балла сумеет взять Парников Сергей, то уже придется нагонять Нергуну, да? Вот в такое себя поставил положение. Зачем надо было сейчас уходить в оборону? 4-3 ведет уже Сергей Парников. Может быть сейчас и в партере. Нет, пока не получается. 4-3. Нергуна опять придется сейчас атаковать. Набирать баллы. Но мы уже сами, наверное, да, много раз уже видели, как такой подход срабатывает против самого же борца. Здесь опять же отработал на 2 балла, отлично провел эту атаку Нергун Александров. Выходит на 1 балл вперед, 20 секунд остается, и красиво сейчас еще 2 балла зарабатывает уже в партере. Перевернул соперника. Но уверен, наверное, был в себе, конечно, Нергун Александров, но тем не менее. Схватку завершил, конечно, в свою пользу. 65 килограммов. Здесь следующая схватка: Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия, и Игорь Зарницын, Амурская область. Посмотрим схватку с нашим гостем из Благовещенска, да? Далее на этом ковре Денис Шатапов, Республика Бурятия, и Александр Неустроев, Республика Саха-Якутия. Затем на ковре А начинается первый круг весовой Максим категории Михайлов, до Алишер 50 Глушак, килограммов среди женщин. Александр Иванов, Приглашаются Байсаланов, Дарья Мачахова, Республика Саха, Марина Рассадина, Республика Саха.
На ковре А начинаются поединки среди женщин. Весовая категория до 50 килограммов. Приглашаются Дарья Мачахова, Марина Рассадина, Республика Саха. Опа, Зарницын как резво начал, да, схватку на ковре Б. Весовая категория до 65 килограммов. Амурская область первый балл заработал, за ковер вытолкал Айхана Антонова, члена сборной Республики Саха-Якутия. А на ковре А схватки у девушек весовой категории до 50 килограммов. Первый круг Дарья Мачахова и Марина Рассадина, обе спортсменки из Республики Саха-Якутия. Также девушки у нас тоже будут бороться за медали дальневосточного чемпионата. А мы за ковром Б сейчас больше будем следить, конечно. Зарницын первый балл заработал и пока его защищает. Айхан Антонов больше атакует, конечно, но сейчас рисковал. Зарницын не смог из этого положения сейчас извлечь пока выгоду. Айхан Антонов. И, видимо, за ковер сейчас уйдут спортсмены. Нам, к сожалению, не видно, что там. Так. Нет, без баллов, да, показывает. Арбитр в обоюдном захвате. В партере вышли за ковер. И засчитано балла здесь никому не будет. Так что посмотрим далее. Айхан Антонов недавно, да, вернулся из Болгарии. Боролся на турнире Данколов, Никола Петров, Великотырного в городе. 2 балла взял Айхан Антонов. Ну, мы знаем его тоже уже давно. Он в сборной достаточно уже давно выступает с переменным, скажем, успехом, да. Опа, еще 2 балла. 4-1. Снова пытается за ковер, да, вышел. Арбитр свистнул. И с центра ковра спортсмены начинают. А на ковре А Рассадина очень уверенно ведет схватку. Марина. И, видимо, да, досрочно здесь будет победа. Первый период. За ковре Б 4-1 ведет Айхан Антонов. На ковре А чистую техническую победу одержала Марина Рассадина, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются поединки 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, Харыскал Григорьев, Республика Саха. Первый период 4-1 со счетом завершился. Ждем. Айхан Антонов, представитель команды Республики Саха. Его соперник в синем трико, представитель команды Амурской 57 области. на ковре А. Следующий круг начинают. Весовой категории до 57 килограммов. Жаргал Баяндуев, Бурятия, и Григорьев Харысхал, Республика Саха-Якутия. С синего угла тоже интересная схватка между спортсменами из Бурятии и Республики Саха. Да, у нас проблемы, да, на ковре были. Но картинка появилась. Так, смотрим. Баяндуев
красном трико, Григорьев в синем. Осторожно начали, да, схватку борцы, пока 0-0, первая минута завершилась. В разведывательном ключе, да, начали схватку. В первом круге Харусхал Григорьев одержал победу над Любомиром Ашейным. Айхан Антонов 5-1 счет в свою пользу сделал сейчас за 1,5 минуты до окончания схватки. Ну и в общем больших сомнений в том, что он эту схватку доведет до конца, тоже нет. 4 балла красиво сейчас подсечку сделал. И 9-1 ведет. Еще 2 балла и досрочная победа. А здесь уже Григорьеву на ковре Григорьеву предупреждение дал арбитр. Ведет, ну, сейчас 15 еще секунд есть на результативное действие Григорьева. С явным техническим преимуществом победу одержал Айхан Антонов, да, Республика Саха, за явным Якутия. преимуществом победу одержал 11-1. На ковер Б Б приглашаются сейчас Денис Шадапов, Денис Шадапов, Республика Бурятия, Бурятия, и Александр Неустроев, Республика Саха. Баяндоев первый балл набрал за счет предупреждения соперника. Григорьев пока не сильно тоже рискует. 1 балл все-таки. Такой большой разрыв. Нужна одна успешная атака. Ну и первый период, видимо, завершится с таким счетом. И на последней 3 минутке уже судьба этой схватки будет решаться. На ковре в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Бурятии Жаргал Баяндуев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Харусхал Григорьев. На ковер Б приглашается Денис Шадапов, Республика Бурятия. На ковре Б, ввиду неявки спортсмена, победа присуждается Александру Неустроеву. На ковре Б Республика Саха, Денис Шадапов, Якутия. Бурятия, не смог выйти на ковер. Александр На Неустроев ковер Б победу одержал. приглашаются Максим Михайлов, Далее будут бороться Айтал Максим Михайлов и Айтал представитель Михайлов. команды Республики Саха. Оба спортсмена представляют Республику Саха-Якутия. А на ковре А у нас возобновляется встреча в весовой категории до 57 килограммов. Жаргал Баяндуев и Харусхал Григорьев. Это 1/4 финала. Победивший выйдет уже в полуфинал, и у него уже будет возможность побороться за медали. Если не золотого отлива, то бронзового качества, да. Полуфинал уже это утешительная схватка как минимум. Так что да, здесь выигрывать обязательно. Григорьев сейчас будет защищаться первый. 20 секунд остается. Опять же, арбитр предупредил соперника Баяндуева. И счет сейчас равняется. А на ковре Б2 Михайлова сейчас ведут схватку. Республика Саха-Якутия. 1-1. Харусхал Григорьев ведет сейчас схватку. Счет хотя равный, но он последний взял балл. Ну а
Очень активно сейчас работает Баяндуев, бурятский борец. Разрывает этот захват сейчас арбитр, ставит спортсменов в центр ковра. Последняя минута сейчас начнется. Но Харасхал опять в защиту ушел. В захвате сейчас пытается гасить атаки соперника. Самому сейчас, попробую. — 50 секунд. Пытается пройти в ноги его соперник. А за спину сейчас попробует забежать Григорьев. Хорошо атакует. Да, получается у него сейчас за спину пройти. И 2 балла набрал. 3-1 в пользу Харасхала Григорьева. Очень хорошо сейчас, очень тактически грамотно провел последнюю минуту. И у него уже хорошее преимущество, но в партере ему набрать баллов не удалось. Надо сейчас 21 секунду продержаться. Если его соперник 2 балла возьмет и в одной атаке, то уже он будет в выигрышной позиции. Так что 4 секунды, 1 балл отдал. 2-3. Там время-то было несколько секунд. Не успели остановить там табло, да, когда вышел за ковер. Он, наверное, сейчас добавит. На ковре Б в синем трико Айтал Михайлов ведет со счетом 4-1. Его соперник Максим Михайлов, оба спортсмена Республики Саха-Якутия. Там несколько секунд засчитали, да, ручным секундомером. Но победу одержал Харасхал Григорьев. Сложная победа. И выходит он в полуфинал. Весовой категории до 57 килограммов. Айсен Винокуров, представитель команды Республики Саха. Очень интересная, опять же, схватка 57 килограммов. Аял Белолюбский и Айсен Винокуров, Республика Саха-Якутия. Но оба спортсмена являются, скажем так, надеждой нашей сборной, да, в будущем. Молодые оба борца. Аял Белолюбский 97-го года рождения, Айсен Винокуров 99-го. Поединок ведут в красном трико Максим Михайлов, в синем трико Айтал Михайлов, представители команды Республики Саха-Якутия. Первый период. У Аяла Белолюбского в первом круге была очень красивая, да, и сложная схватка с Егором Потаповым. Айсен Винокуров достаточно уверенно выиграл от Дмитрия Илларионова. Оба спортсмена выиграли своих земляков, сокомандников. И победивший в этой схватке выйдет на Харасхала Григорьева, который уже вышел в полуфинал. После этой схватки мы ждем на ковре Федора Постникова, Республика Саха-Якутия. Против него выйдет Асрор Аманкулов, Хабаровский край. И далее Джолстан Федотов и Ананда Дашиев, Республика Бурятия. Это стадия 1/4 финала, так же как и сейчас на ковре А. Больше атакует борец в красном трико Аял Белолюбский. Предупреждение получил Айсен Винокуров, но вполне справедливо. Аял Белолюбский больше работал и
был более активен. Сейчас ему надо будет, Айсену надо будет атаковать более активно. Он гораздо да, выше Белолюбский, у него и рост, и руки, ноги длиннее, да, сложно атаковать. Первый балл у Белолюбского. Но Айсен продолжает свои атакующие действия. 30 секунд до окончания первого периода. Да, и первый период завершается со счетом 1-0 в пользу Аяла Белолюбского. Но за счет, опять же, предупреждения арбитра заработал он этот балл. На ковре А весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала. Поединок ведут в красном трико Аял Белолюбский, в синем Айсен Винокуров, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов победу одержал Айтал Михайлов, Республика Саха. На ковер Б приглашаются Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Булат Паесхалунов, Республика Бурятия. На ковре А у нас опять же проблемы с камерой, да, с сигналом. Но здесь на ковре Б мы можем наблюдать за этой схваткой, конечно, издалека, но тем не менее все видно. Аял Белолюбский очень хорошую сейчас атаку проводил, но Айсен хорошо отзащищался. Нет, все-таки, да, взял 2 балла. Нет, вернули, да, единицу, 1-0, отзащищался, да, Айсен. Мне тоже так показалось, что там не было активного действия. А в весовой категории до 65 килограммов выходит следующая пара. Александр Иванов в красном трико и его соперник Булат Байсхалонов в синем трико. Опять же, спортсмены из Республики Саха-Якутия. Александр Иванов и Булат Байсхалонов, Бурятия. Аял Белолюбский здесь опять же атакует, пытается пройти за спину. Ничего себе, отлично отзащищался Айсен сейчас и сам выходит за спину своему сопернику. Вот это там схватка на ковре. А, к сожалению, у нас тут проблемы. Но мы, опять же, можете смотреть на ковре Б за этой схваткой. Ведет уже Айсен Винокуров со счетом 2-1. Вот это поворот, да? 2-1. Очень красивые там завязки были. Конечно, было бы очень интересно посмотреть там с лучшего ракурса, да? Очень интересная схватка двух наших лидеров, наших ребят. 57 килограммов, олимпийский вес, конечно. Один-два по-прежнему. Последняя минута сейчас идет на ковре А. На дальнем ковре. Если вы смотрите нашу камеру. «40 секунд остается. Аял Белолюбский атакует. Пытается пройти в ноги. Айсен очень здорово, конечно, грамотно отборолся. Дважды из очень непростых ситуаций вышел, да. Вначале отзащищался, а уже во второй атаке Аяла Белолюбского он смог взять 2 балла. Интереснейшая схватка. Здесь, конечно,
внимание всех зрителей приковано к ковру А. Вот сейчас у нас сигнал появился, к счастью, можете переключаться, если вы смотрели схватку на ковер А. 5 секунд, 4, 3, 2, вот это да. Айсен Винокуров красивую победу На одержал ковре и А выходит в победу полуфинал. одержал Айсен Винокуров, Республика Саха, Якутия. Отличная схватка, может быть, На одна ковер из лучших приглашаются Федор внутренней нашей Постников, программе. Республика Саха, Несмотря на то, Асур что Аманкулов, и разрыв был не очень Хабаровский большой, край. да и количество таких действий было не так много, но все было уже на таком достаточно серьезном уровне, красиво. Интересная схватка была, очень конкурентная, равная. А на ковре Б, вот мы видим, Бояз Холонов достаточно серьезный уже отрыв в 3 балла набрал в первом периоде, 4-1 ведет. Но мы больше сейчас внимание опять же на ковер А, весовой категории до 57 килограммов. Следующий четвертьфинал. Федор Постников в красном трико перед вами и Асрор Аманкулов, Хабаровский край, в синем трико. Но он одержал победу ввиду неявки соперника. А Федор Постников, благодаря жребию, сразу же начал схватки с 1/4 финала без квалификации. Александр Иванов, Республика Саха-Якутия. В очень неплохой форме находится, Республика насколько я Бурятия. могу судить, да, Постников. Но он готовился, конечно, к турниру больше в Красноярске. Иван Ерыгин, но в первой же схватке там очень обидное поражение познал. Но я думаю, что он этого соперника должен был пройти, причем уверенно должен был выиграть. Находился в прекрасной форме. Ну, в одном захвате он в начале схватки отдал, ну, не помню точно, там 8-9 баллов. Пытался потом нагнать, набрал ну, на 1 очко, в общем, меньше, да. Он должен быть очень хорошо сейчас заряжен на этот чемпионат Дальнего Востока, на медали, на домашнем ковре. Надо себя показывать. Он является победителем международного турнира Дмитрия, нашего олимпийского чемпиона Армана Михайловича Дмитриева. Очень ярко себя тогда показал Постников. Рискует сейчас Аманкулов Асрор и не оставляет это безнаказанным Федор Постников. Первые 2 балла заработал, и даже 3, да, 3 балла. Опа, еще 2 балла сейчас, если не 4, 2 балла, да, 2 балла на ковре Б и 6-1 ведет Бояз Холонов. Булат Бояз Холонов над Александром Ивановым. 8-1 счет, 10-1. И минута 20 там всего остается, а Постников еще 2 балла зарабатывает, 5-0 ведет, 7-0. На ковре Б это последняя схватка в 1/8 финала весовой категории до 65 килограммов. Далее мы посмотрим уже четвертьфиналы. Тоже конкурентный вес. В этом весе 18 спортсменов, 65 килограммов. Наибольшее количество участников сегодня. Что посмотрим. Очень интересные схватки. Ну и безусловное лидерство показывает Бояз Холонов. Опа! Как только сказал, сразу же на туше проигрывает. Да, наш Иванов, к сожалению. 12-1 счет, и
чистая На победа. ковре Б весовой категории до ВС 65 Алонова. килограммов в 1/8 финала чистую победу на душе одержал Булат Баясхалонов, Республика Бурятия. Да, ждем здесь очень На интересные ковре схватки. А, Много на ковре Б спортсменов из начинается Бурятии вышло в поединки следующую стадию, второй 65 круг, килограммов. группа А, весовой категории до 86 килограммов. А Федору Приглашаются Постникову Алексей сейчас надо Ефимов, заканчивать Сафрон схватку. Сафронов, представители команды Республики Саха. Так, на ковре Б следующий круг объявили. На ковре А в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов поединок ведут Федор Да, Постников, весит до 86 Республика килограммов. Саха-Якутия, Асрор Аманкулов, Алексей Хабаровский край. Ефимов и Сафрон Сафронов выйдут сейчас на ковер Б. Оба спортсмена представляют Республику Саха-Якутия. Сразу после них Михаил Пешков, Еврейская автономная область, и Игорь Сафронеев, а затем Айсен Копырин и Булат Дашинимаев. Это второй круг весовой категории до 86 килограммов. А на ковре А чистую победу одерживает Федор Постников, 10-0 он ведет. Схватка остановлена. Выходит он в четвертьфинал, полуфинал весовой категории до 57 килограммов. Поздравляем. Республика Саха-Якутия. Следующая пара здесь Джолстан Федотов и Ананда Дашиев, Республика Бурятия. Тоже интереснейшая схватка. Республика Бурятия. Так, наблюдаем за ковром А. Пристальное внимание. Здесь судьба следующего полуфинала будет решаться. До этого Харсхал Григорьев вышли в полуфинал. Айсен Винокуров, Федор Постников. В общем, финал здесь может быть очень интересным, да. Ананда Дашиев сейчас посмотрим, как себя покажет в этой схватке. Он сразу же без квалификации вышел в четвертьфинал. 12 борцов. И в стадии квалификации он не боролся, а Федотов Джулстан одержал победу в первом круге в стадии квалификации над Иваном Степановым, своим тоже земляком, Республика Саха-Якутия. Начинается схватка. Ананда Дашиев в синем трико, Джулстан Федотов в красном. Интереснейшее тоже противостояние двух борцов, ведущих команд Дальнего Востока. Первая минута опять же в разведывательном ключе. Джулстан Федотов, у него стиль такой не обороняющийся, он больше все-таки атакует, больше работает первым номером. Ну и сейчас посмотрим, да, кто возьмет инициативу. Ананда Дашиев тоже не хочет отдавать здесь инициативу. Очень хороший сейчас был проход, но убежал Ананда Дашиев. Джулстан Федотов является воспитанником Чурапчинской школы борьбы, одной из ведущих в нашей республике. Очень ярко этот сезон он начинал в Вердигестяхе на турнире братьев Кантоевых в честь 20-летия триумфа братьев Кантоевых Германа и Александра на чемпионате мира София. В 2001 году оба брата стояли на пьедестале почета. Вы это прекрасно знаете. Ну и тогда Джулстан Федотов очень красиво провел этот турнир на одном дыхании. А далее он одержал победу на турнире Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Тоже хорошо выступил также и на чемпионате республики, конечно. Опять у нас пропадает сигнал. Он появился, к счастью.
Ведет сейчас Дашиев благодаря, да, опять же, предупреждению. Посмотрим. 50 секунд. Джилстан Федотов. Я просто сижу, комментирую, к сожалению. Да, да вы подойдите к судейской и спросите, там можно. Да, ну, к любому человеку подойдите, они вам, я думаю, подскажут. Или к журналистам, кто-то, если есть. Хорошо? Я просто сижу, комментирую в прямом. Да, немного отвлекли меня. Но первый период с таким же счетом завершается, так что 1-0 ведет Ананда На Дашиев. ковре А весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала. Поединок ведут А на ковре Б ведет красный Сафрон трикот Сафронов представитель со команды счетом Республики 1-0. Саха-Якутия Джилустан Федотов. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Ананда Дашиев. Так, ждем начала второго периода. Интереснейшая схватка. Но Ананда Дашиев неплохо себя показал и на турнире также Ивана Ерыгина в Красноярске. Ну, то есть он является одним из лидеров, да, своей команды. Если он принимает участие на таких больших стартах, на международном ковре себя показывает, ну, значит, что он является одним из лидеров сборной Бурятии. Сравнял счет, да, за ковер. Вытолкнул соперника. И здесь какой бросок сейчас показывает Дашиев на 4 балла, да. 5-1. 5-1 ведет. За спину сейчас выходит Джилстан Федотов. 2-5 счет. И надо работать сейчас в партере. Но, к сожалению, не получился сейчас переворот. Надо было, конечно, брать. 1 балл еще добавили спортсмены. 3-5 счет схватки. Ну, 2 минуты есть. Очень красивый, конечно, бросок показал Ананда Дашиев. Не зря ему, значит, весты, да, от тренерского штаба сборной Бурятии. Такое доверие. Опа, очень красиво сейчас проходил. 2 балла показывает арбитр на ковре, и его поддерживает руководитель ковра. Значит, счет у нас равнялся, но все еще ведет Ананда Дашиев за счет своего красивого броска, за счет качества своего приема. Джилустану опять же надо работать, но он это умеет, мы это уже увидели. Очень настырный парень и с характером, хорошим спортивным, не сдался после серьезной вот этой броска такого. К сожалению, я даже не заметил, да, что там на ковре Б произошло. Ну, вел Сафрон Сафронов и вот увлекся вот этой схваткой. Еще 1 балл сейчас зарабатывает Джилстан Федотов, ведет уже 6-5. Отличная схватка, последняя минута сейчас пойдет. Ну, видимо, за счет функциональной даже готовности, да, видимо, лучше он готов. Очень такой серьезный темп в конце навязал Джилстан Федотов. Красиво отработал и ведет сейчас схватку. Видим мы белую голову, да, нашего корреспондента, известного Александра Посельского. Спорт Якутии ведет тот же прямой эфир в Инстаграм. Опа! 2 балла еще. Джилстан Федотов. 8-5 уже счет схватки.
20 секунд остается. Видимо, сил уже у Ананды Дашиева нет. Работает сейчас в партере. 12 секунд остается на последнюю атаку для Ананды Дашиева. Да, тренера мы слышим, да, говорит, не надо завязываться в захват. Работаем на расстоянии. Опа, опять пытался бросок сейчас сделать, но время закончилось. И красивейшая победа от Джоустана Федотова. Поздравляем и тренера, и спортсмена. Ну и самое главное, наших болельщиков, потому что весовой категории до 57 килограммов у нас чисто якутские полуфиналы будут. Харскал Григорьев будет встречаться с Айсеном Винокуровым. Федор Постников поспорит за выход в финал с Джоустаном Федотовым. И это хорошо, 57 килограммов все-таки, да. Хорошо. И сейчас вызываются на ковер борцы весовой категории до 74 килограммов, про которые я вам рассказывал, что это будет, наверное, самый интересный вес у нас сегодня. Буян Цыренов и Андриан Ленский. Вот это, да, вот схватка, которую мы ждали. Андриан Ленский в первом круге победительную победу одержал над своим сокомандником Афанасием Афанасьевым. И сейчас у него серьезнейший экзамен в лице Буяна Цыренова. Буян Цыренов, конечно, это серьезная сила уже на Дальнем Востоке. Я думаю, что он в число лидеров точно уже входит. Я думаю, что он себя покажет даже и на чемпионате России. Сейчас посмотрите, да, как умеет он бороться. Ну и Андриан, мы знаем, очень яркий борец. Кажется, что, конечно, гораздо мощнее сейчас Цыренов. Но он и постарше, и поопытнее. Прошел уже сквозь огонь и воду. Да, мышцы какие, да, рельефные тоже у Цыренова, Буяна. Опа, как он сейчас? 2 балла, нет? 1 балл. 1 балл Цыренову, 2-0 ведет. Да, 74 килограмма, очень серьезные здесь ребята. Следующая схватка: Василий Шалугин и Станислав Свинобоев. В случае победы Буяна Цыренова здесь и в следующем круге Станислав Свинобоева, то встретятся вот два перспективнейших борца нашего дальневосточного региона. Я думаю. До 86 килограммов поединок ведут. К сожалению, опять у нас сигнал пропал. Можете опять же посмотреть на ковре Б. Нет, появился, к счастью. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия. Очень активно работает Буян Цыренов. Еще 1 балл. Ну, серьезное, конечно, преимущество у него в мощи. Это сразу заметно. Андриан Ленский еще совсем молодой тоже парень. Он будет еще расти, прибавлять, конечно. О чем мы говорили, да, Буян Цыренов, 74 килограмма, один из сильнейших борцов этого веса. Ну а в нижней половине сетки у нас встретится Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, и Николай Сивцев. Ну, хорошо знакомые друг другу, конечно, ребята. Оба Республика Саха-Якутия. Албан Авакумов, Татинский улус, Николай Сивцев, Мегина Кангалаский. Андриан неплохо сейчас атаковал, но за ковер не ушел Буян Цыренов. Буян Цыренов. Ну и Арик Жалов, Республика Бурятия. Последняя пара в четвертьфинале против Никиты Жаргалова. Два спортсмена из Бурятии. Опа, красиво сейчас. Нет? Да. 4 балла, да, показывает арбитр. 4-3, да, вот это да. Андриан Ленский выходит вперед в этой схватке. Вот это да. Ну, о чем мы говорили, да, умеет показывать красивую борьбу и Андриан Ленский. Оба борца бросковые ребята, очень такие активные, атакующие. И одно удовольствие наблюдать за такой схваткой. А на ковре Б тоже, кстати, интересная схватка идет. Пешков и Сафрониев.
Пешков себя очень хорошо показал уже также в первом круге, да. — 86 килограммов. Нет, 97, да? Да, Михаил Пешков, 86 килограммов, и Игорь Сафронеев ведет Пешков. Он в первом тоже круге выиграл у Алексея Ефимова и выиграл досрочно даже. Так что очень серьезная сила у нас появилась в этом весе, 86 килограммов. Это второй круг. По круговой системе здесь проходят схватки. Как я говорил, не так много борцов здесь. Игорь Сафронеев сейчас заработал балл. И 2 балла даже, да, за смену прошел. И последняя минута 4-2. Тоже интереснейшая схватка на ковре Б. На ковре А смотрит челлендж, который бросил с красного угла секунданты Буяна Цыренова. Ну и смотрит здесь, да. Вот здесь, да. Сколько баллов сейчас посчитают. Ну, арбитры сейчас смотрят, разрешат этот спор. А здесь Игорь Сафронеев красивейшую схватку тоже проводит. Уже в таком тяжелом, серьезном весе, 86 килограммов. Тоже один из лучших хапсагаистов нашей республики в национальной борьбе. Он, конечно, один из лучших борцов последних лет. Признавался и лучшим борцом года. Не скажу точно в каком. Когда он выиграл все золотые медали на всех турнирах, на которых участвовал. Он в каждом, конечно, на каждом турнире он в числе фаворитов. Ну и здесь себя в вольной борьбе на чемпионате Дальнего Востока очень хорошую схватку показывает. Прежде всего характер свой, борцовский, спортивный характер. Ну и последние секунды. Поздравляем нашего Игоря Сафронеева с этой блестящей победой. 4-2. Очень непростой был соперник. Да, ну и Ленскому, да, 2 балла все-таки засчитали, а не 4. В общем-то, я думаю, что это было справедливо. Арбитры, в общем, разобрались, да. 3-2 проигрывает Ленский, но, как мы видели, значит, он может показать, может удивить своего соперника, да, своими активными, очень красивыми атаками. Но грамотно надо сейчас бороться. В весовой категории Б, да, Копырин Айсен выигрывает схватку против Булата Дашинимаева ввиду его неявки. В 1/4 финала весовой категории до 65 килограммов. Да, и на ковре Б сейчас начинается четвертьфинал весовой категории до 65 килограммов. Да, вызываются на ковер Б Эрдем Будажанаев и Эрдем Шарастепанов. Да, тезки из Бурятии встретятся на ковре Б. Мы тем временем смотрим ковер А. Андриан Ленский уступает своему сопернику Буяну Цыренову в 1 балл. Счет 3-2. 2 минуты остается. Буян Цыренов уже не такой активный, как в первом периоде. Он уже понял, что не так просто ему будет одержать победу в этой схватке, что есть козыри и у его соперника, у Андриана Ленского. Андриан Ленский, да, воспитанник училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева в Якутске. Опа, пытался сейчас в обе ноги пройти Буян Цыренов со своей мощью, напором, но здорово ушел
Показывает арбитр не цепляться за пальцы. Андриану сейчас надо бы попробовать, конечно, атаковать. Но я думаю, что на последнюю минуту, наверное, да, смотрит он и на табло тоже. И силы свои рассчитывает. Разрыв не такой большой, надо набрать всего лишь 1 балл, в принципе. Но, как мы видели, его соперник очень мощный. Ох ты, как красиво сейчас бросил-то. 2 балла, да, безусловно. Нет, больше, да, 4. Да, 4 балла засчитали. Ну да, здесь я соглашусь, да. И работает сейчас в партере Андриан Ленский. Вот это да, это может быть, ну, такая небольшая сенсация. Хотя мы знали, что Ленский, конечно, может сделать бросок. Ну и челленджа уже нету, да, я так понимаю. Опа, проходит сейчас за спину. И переворот. Какой красивый. 4 балла бросок. 7-6 уже выигрывает Буян Цыренов. Да, рассердился не на шутку. Еще один переворот накатом. 9-6, 23 секунды остается до конца схватки. Ну, отличная схватка. В принципе, мы такой и ждали, да, искрометной, с большим количеством баллов, разменом таким. Ну и Андриан сейчас пойдет, конечно, ва-банк. Он будет пытаться бросить соперника. Попытался сейчас лампочкой закрутить соперника, но не хватило чуть-чуть. Не хватило. 2 балла сопернику, 11-6. Но никаких претензий к Андриану Ленскому в этой схватке не может быть. Он дважды выходил вперед в этой схватке. Дважды очень красивые броски показал в схватке с серьезным соперником. И вот даже на последних секундах он не сдавался. И 13-6. Ну, в общем, этот счет ни о чем, наверное, таком не говорит. Там 2 На атаки ковре А весовой категории до последних 74 секундах, да, килограммов пропустил. победу одержал Красивая Буян была Цыренов, схватка. Андриан Республика Бурятия. Ленский будет На ковер бороться, я приглашаются думаю, надеюсь, еще и за Василий бронзовые Шалунин, медали в этом весе, Станислав 74 килограмма. Свинобоев, представители Ну и команды Станислав Свинобоев Республики сейчас Саха. мы ждем. Василий Шалугин в красном трико, его соперник, и Станислав Свинобоев в синем трико. Василий Петрович Уваров, его тренер, сейчас пошел к углу, как вы видели его. Ну и здесь, конечно, фаворит очевиден, тоже одна из надежд нашей сборной. Станислав Свинобоев. На чемпионате республики вышел он в финал уверенно и уступил Виктору Рассадину только. Ну, Виктор, конечно, сейчас по-настоящему звезда, да, На ковре вольной Б борьбы, я весовой думаю, что категории до даже 69 мировой вольной килограммов борьбы. В 1/4 финала поединок ведут Будем представители надеяться, что он команды себя покажет и Республики в Бурятия, Турции, и РТ далее, Будажанаев если удастся, на и чемпионате РТ Европы. Пожелаем ему Шарастепанов. удачи. Все, конечно, сейчас будут следить за именно этим турниром, все будут смотреть и болеть за нашего Виктора. Кстати, если видели, да, в Инстаграм уже появилось видео Абдусаламова, известного, да, журналиста, блогера. И там уже Виктор был в Турции, в Стамбуле. Здесь Станислав Свинобоев первые 2 балла уже набрал. Работает сейчас в партере. Опа, перевернул так аккуратненько. Красиво отработал. И здесь еще один переворот. 6-0. Уже за 1,5 минуты набрал 6 баллов. Еще 2 показывает, да, арбитр. 8-0. Может быть еще один. Нет, все-таки к центру ковра призывает арбитр. А на ковре Б у нас 2 спортсмена из Бурятии, 2 Эрдема, Будажанаев и На ковре Шарастепанов. А Ведет чистую Будажанаев. техническую победу одержал Станислав Свинобоев. Ну и Станислав Свинобоев Республика Саха, выходит Якутия. в следующий круг весовой категории до На 74 ковер приглашаются килограммов. Албан Авакумов, Николай И встретится в Симонцев, 1/2 представители финала с команды Буяном Республики Саха. Цыреновым.
это будет интереснейшая схватка. Ну а на ковер А вызываются Албан Авакумов и Николай Сивцев. Оба спортсмена Республики Саха-Якутия, оба тоже яркие борцы, бескомпромиссные спортсмены, тоже в атакующем стиле оба работают, являются лидерами в этом весе, в средних весах в нашей сборной. Далее в последнем четвертьфинале в этом весе в 74 килограмма выйдут Арик Жапов, Республика Бурятия, и Никита Джаргалов, Республика Бурятия. Так что в полуфинале встретятся, в двух полуфиналах в этом весе встретятся спортсмены Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Известный журналист Платон Эверстов сейчас, да, передает привет всем болельщикам, любителям вольной борьбы. Опа. Николай Сивцев, первые 2 балла, красивая атака была. Опа, как... О, да, ребята с первых минут пошли в атаку, хорошая борьба. А тем временем на ковре Б Шарастепанов вышел серьезно вперед, 5-1 ведет, 30 секунд до конца встречи. Это весовая категория до 65 килограммов. Первая пара 1/4 финала, 65 килограммов. В полуфинал выходит победитель этой пары. Ну и, видимо, Шарастепанов, да, записывает. 15 секунд, конечно, все может быть, но я не верю, честно говоря. И буду смотреть больше на ковер А. Следующей парой в весе 65 килограммов Жербаев Виктор и Нюргун Александров. Тоже интереснейшая схватка сразу после вот схватки на ковре Б. Мы ждем сборные Бурятии и Республики Саха-Якутия. Ну, такой действительно очень интересное противостояние двух сильнейших школ Сибири, да, ну, вернее, Дальнего Востока. В Сибири с нами поспорят, конечно, Красноярск, сильнейшая школа. На ковре Б Тува, победу одержал где РД может... Опа! Шарастепанов, Красиво Республика сейчас бросил, Бурятия. конечно, Авакумов, но опять же сам сразу же На попался. ковер Б приглашаются Виктор на бросок. Жербаев, Республика Бурятия. Не засчитали, Нюргун да, там Александров, взрыв. Республика 4-0 ведет Саха-Якутия. Сивцев Николай. Интереснейшая схватка. Но Албан, я думаю, еще себя тоже покажет. Не 1 балл наберет, я так думаю. Есть такое. 4 минуты еще работать. Цыбек Максаров, тоже тренер сборной Бурятии, именитый борец, призер чемпионата России в тяжелом весе, один из именитых борцов национальной борьбы Бурятии. Да, на ковре Б Жербаев Виктор и Нюргун Александров вышли. Можете тоже следить за этой схваткой. Или можете включить ковер Б и смотреть сразу обе. Так что, чем ближе, да, к финалам, к решающим схваткам, тем интереснее у нас соревнования. Очень классные, качественные схватки мы с вами увидели. Особенно, конечно, 74. Мне понравилось, как 57 у нас уже, считай, финалисты есть, потому что полуфиналы оба с участием только якутских борцов будут. Так что борьбу за золотую медаль будут вести спортсмены сборной Якутии. Ну, посмотрим, там тоже не без сюрпризов было, тоже очень интересные мы схватки видели. Арсен Винокуров как себя хорошо проявил. Мне очень понравилось, как он действительно был настроен на этот турнир на Дальний Восток. Буду так персонально побаливать, скажем так, да, потому что такое отношение, оно всегда подкупает. Если человек хочет
победы это и прикладывает для этого все. Это всегда заметно и приносит плоды. Да, здесь опять же челлендж на ковре А, на ковре Б пока без баллов, но посмотрим. 1,5 минуты прошло, и видимо сейчас арбитр, да, вздымает руки, свистит, показывает, активнее надо работать. Ну, Нюргуну Александрову здесь сложно в том плане, что, конечно, это не его, далеко не его родной вес, 65 килограммов. Еще, ну, обычно он 61, да, борется. 15 секунд остается, засчитали Александрова, кажется, здесь на табло только показали. Ну и первый балл Виктор Жирбаев заработает. Даже без предупреждения 2 балла взял сразу Виктор Жирбаев. В партере работает. Очень интересная сейчас завязка пошла. Очень интересно сейчас действительно отработал, но безрезультатно. 2-0. А на ковре А челлендж, видимо, да, не засчитали, и Сивцев еще 1 балл получил. 2-5. В общем, счет в этой схватке на ковре А. Напомню, мы сразу за 2 коврами следим, так что попрошу быть повнимательнее. 74 и 65 килограмм. Очень интересные веса. И Албан Авакумов еще 2 балла зарабатывает. 4-5. В партере сейчас попробует. Нет, не стал. Даже сразу идет к центру ковра. 2 минуты остается еще бороться. Албан Авакумов, да, действительно, ну, матереет, скажем так, да, очень тоже интересный борец, хороший такой тоже. Техника интересная. Будем болеть и на чемпионате России. Ну и напомню, что, кстати, в марте у нас, если не ошибаюсь, там 13 числа, ну, где-то в середине, в общем, марта у нас первенство Дальнего Востока еще будет до 23 лет среди спортсменов. Да? Тоже интереснейшие схватки. Там будут еще 2 балла Авакумов. 6-5 ведет, минута 42. 40. Посмотрим. Да, Жирбаев ведет 3-0 схватку. Нюргун Александров пока без баллов. Николай Сивцев сейчас, опа, на все деньги сейчас шел в атаку. Да, посадил даже, да? Засчитали там 2 балла, да, 2 балла есть, 7-6, минута 25, тоже интереснейшая схватка. 7-6 ведет Николай Сивцев. Николай Сивцев, ну, 1 балл, да, все-таки считали, 6-6 сейчас встречи. На табло равенство, но ведет Николай Сивцев за счет последнего балла. 2 минуты на ковре Б остается, 2 минуты 16 секунд. Времени, конечно, много, но опять же, ну, посмотрим. Сейчас предупреждение получил Жирбаев, и через минут 15 Нюргун Александров может 1 балл получить, а там уже на последних минутах можно хорошо отработать. Если есть дыхалка, если хорошо готов функционально, можно там отработать. Дать темп, дать жару. 1 балл есть, 3-1. Все еще в пользу Жирбаева Виктора. Авакумов в свою пользу уже счет изменил, 8-6. Да, на 2 коврах тоже интересные схватки, захватывающие схватки. В стадии уже 1/2 весит до 74 и четвертьфинала весовой категории до 65 килограммов.
Напомню, что финалы у нас сегодня вечером в 17:00 начнутся. Николай Сивцев как хорошо сейчас отработал. 2 балла взял на последних секундах. Вот это да. 8-8 и победа Николая Сивцева. Вот это да. Вот это характер. Как тогда Албан Аввакумов, конечно, не На готов. ковре А в 1/4 финала весовой категории до Схватка. 74 килограммов победу одержал Отличная схватка. 8-8. Конечно, Албан Аввакумов, Албан Республика недоволен, Саха-Якутия. но недовольство это уже только На ковер перед А собой. приглашаются Арик Жабов, Никита 25 секунд Жаргалов, остается представитель Нюргуна команды Республики Александрова Бурятия. работать. 20 секунд. Ну, надо сейчас последние силы отдавать в этой схватке. Пытается пройти в ноги. 15, 10, 13. Бросок попытаться сейчас сделать. Сейчас пытался зацепом. Еще взял в захват, но не плотный, да? Последние секунды и все. Джербаев выходит в следующую стадию, в полуфинал, и встретится с На Шаростепановым. ковре Б победу одержал Здесь Виктор весит до Жербаев, 65 Республика килограммов. Бурятия. Финал точно. На ковер Один приглашаются спортсмен будет из Айхан Бурятии. Антонов, Александр Неустроев, представители команды Республики Саха. Да, и следующая пара Айхан Антонов в красном трико. Неустроев Александр в синем. Оба спортсмена Республики Саха-Якутия. А на ковре А до 74 килограммов последний полуфинал. Арик Жапов и Никита Жаргалов, оба спортсмена сборной Бурятии. Напомню, здесь уже в полуфинале встретятся Буян Цыренов и Станислав Свинобоев. И Николай Сивцев ждет победителя этой пары Жапов и Жаргалов. Мы также смотрим за ковром Б, где встречаются земляки Антонов и Неустроев. Оба спортсмены сборной Республики Саха-Якутия. На ковре Б, да, уже серьезное преимущество у Айхана Антонова. 4-0 ведет в этой схватке, а на ковре А Жапов первый балл заработал, 1-0 ведет. Айхан Антонов и Александр Неустроев. В 1/8 Айхан Антонов выиграл у спортсмена из Амурской области Игоря Зарницына. Александр Неустроев Дениса Шадапова из Бурятии. 4-0.
Неустроев пытается, пытается сейчас атаковать на последних секундах первого периода. Еще полминутки надо отработать. На ковре А Жаргалов первые 2 балла свои заработал, выходит вперед и нет, не засчитывается, потому что нет, 2 балла На ковре А засчитали. весовой категории до Смотрю, да, 4-1 ведет уже. килограммов. Поединок ведут На ковре Б. представители команды На ковре Б. Республики Бурятия Арик Жапов, Антонов завершает Никита первый Жаргалов. период со счетом 4-0. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала. Мы с вами Поединок тоже ведут держимся представители здесь. команды Республики Еще у Саха нас очень много Айхан Антонов, Александр Неустроев. интереснейших схваток ждет сегодня. Так, 6-0 уже в пользу Айхана Антонова. И 2 минуты остается. Айхан Антонов, ну, понятно, да, сборы. Много работал на сборах. Принял участие на международном турнире в Болгарии. Понятно, что и тренерский штаб большое внимание, да, уделил, наверное, его форме. Очень хорошо себя здесь показывает в Якутске. 8-0 ведет. Ну и, конечно, я не думаю, что он уступит эту победу уже. Неустроев, конечно, атакует. Опа! Я думаю, да, здесь 2 балла все-таки взял. Молодец, не сдается, молодец. Хорошую тоже сейчас атаку показал. Может быть, чуток устал тоже Антонов. Айхан. И травма здесь, да, мы видим на ковре А. Жапов. Небольшое, да, повреждение какое-то получил. Или застарелая травма там. Видимо, колено. 3-9 счет. А здесь Неустроев уже 4-8. Ну, 2 балла, да. Айхану 10-4. Порадовали публику большим количеством технических действий. Айхан Антонов сейчас в очень опасном положении своего соперника держит. Пытается положить на лопатки. Арбитр внимательно смотрит. Если сейчас припечатает, то досрочная победа будет. 25 секунд. Время на работу есть. И все, да. Айхан Антонов, победитель этой пары, выходит в полуфинал. Поздравляем. Но узнает он своего соперника уже в следующей схватке. Ждем. На ковре Б победу одержал Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Айтал Михайлов, Республика Саха-Якутия, Булат Баясхалонов, Республика Бурятия. Да, и на ковер Б сейчас последняя пара четвертьфинала. Айтал Михайлов, Республика Саха-Якутия, и Булат Баясхалонов, Республика Бурятия. В
первом круге, да, Айтал Михайлов выиграл у Алишера Гулшака из Еврейской автономной области. Далее Айтал Михайлов выиграл у Максима Михайлова, своего земляка, и вот вышел в четвертьфинал. Булат Байсхалонов выиграл схватку очень уверенно, досрочно у Александра Иванова. Тем временем Жаргалов, да, выиграл 11-3. Так, записываем. Никита Жаргалов. Встретится он с Николаем Сивцевым за выход в финал весовой категории до 74 килограммов. И ждем, кого сейчас. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Богдан Овчинников, Сергей Семенов, представители команды Республики Саха. Да, второй круг весовой категории до 97 килограммов на ковре А. Богдан Овчинников, Республика Саха-Якутия, в красном трико, и его соперник в синем трико Сергей Семенов, Республика Саха-Якутия. Но мы все-таки больше внимания будем уделять ковру Б, где из двух разных команд спортсмены борются, да, Айтал Михайлов и Булат Байсхалонов. Первые 30 секунд истекли. Да, финалы и полуфиналы у нас будут очень яркими. Да, вы сами видели, да, по ходу турнира, кто будет встречаться. И думаю, что интереснейшие нас ждут поединки. Довольно размеренно так начался турнир, но начинает набирать обороты. Я думаю, что финалы, полуфиналы у нас будут очень горячими. Михайлов атакует, и да, больше он все-таки работал и предупреждает арбитр соперника его, Байсхалонова. Думаю, что если он сейчас активность опять же будет показывать, то будут засчитывать 30 секунд. Айтал Михайлов, для него это уже третья схватка за это утро. В хорошей тоже форме находится. Ну, надо сказать, что очень много, да, здесь сборов проводили в Триумфе. Александр Савельевич Оконешников, главный тренер нашей сборной, да, много очень тренировок. Очень хороший сейчас момент был, да, у Михайлова. Мог сейчас бросить, но да, как мы видим, ему уже предупреждение дали. Опа, пытался сейчас тоже бросок совершить, не получилось, но очень похвально, да, очень активно он вот эти 30 секунд отработал. Сейчас пытался опять же за пятку взять соперника. Ну, первый балл, да, у Байсхалонова 0-1 проигрываем пока. Ничего страшного, очень неплохо себя показывает в этой схватке. Айтал Михайлов активен, разнообразно работает, пытается, да, найти ключи к обороне соперника. И Байсхалонов тоже, конечно, не подарок. Видно, что тоже достаточно опытный борец. Грамотно работает, очень технично ушел от нескольких атак. Хотя был близок к тому, чтобы набрать баллы. Айтал. Первый период завершается со счетом 0-1 в пользу Байсхалонова. Напомню, это последняя четвертьфинальная пара. Уже в полуфинале нас ждут РД Шарастепанов, Виктор Жербаев. Они будут встречаться за выход в финал. Айхан Антонов ждет победителя этой пары.
Весит до 97 килограммов. Второй круг. Богдал проигрывает. Богдал Овчинников проигрывает Сергею Семенову. 0-2 пока ведет Семенов. А мы смотрим за ковром Б. Тем более, что он там на заднем фоне можно увидеть и ковер А. Айталс, конечно, сейчас должен грамотно построить вторую половину поединка. На ковре А весовой категории до 97 Опа, 2 балла. Байс Холонов красиво, конечно. Нет, это был, там был, да, свисток, так что не засчитывается эта атака. Сергей Семенов. К счастью для Айтала Михайлова. Надо быть осторожнее, ему очень красиво сейчас, конечно, после свистка. Так что в захвате очень опасен Байс Холонов. Ищет опять же свою борьбу Айтал Михайлов. Предупреждает Байс Холонова арбитр. «30 секунд засчитывает Байс Холонову, и время пошло. Сейчас, если отстоит, да, вот эти 30 секунд Михайлов, то он будет победителем. Но мы видим, да, как опасно сейчас атакует Байс Холонов. 15 секунд. Опа. Вот так, очень интересно сейчас, да, попытка тоже броска была. Но ничего нету. Время. И первый балл у Михайлова. 1-1 сравнивает счет встречи. И все начинается заново. Опа! В ноги проходит Байс Холонов. Опаснейшая ситуация. Отдать бы хотя бы 1 балл здесь, в этой ситуации. Если уйдет за ковер. Но не хочет Байс Холонов отдавать просто так 1 балл. И берет 2. Выжимает максимум. 3-1 ведет. Последняя минута скоро, через 8 секунд начнется. Тем временем Семенов 4-2. 6, если не ошибаюсь. Нет, 4-2. 4-0. Байс Холонов ведет 3-1. Айталу Михайлову надо сейчас, конечно, рисковать уже. Тем более, что в принципе арсенал у него достаточно богатый. Может и сверху, и попытаться в ноги пройти. Бросок сделать, да? Вот. За спину пройти. В общем, 2 баллов должно хватить. 30 секунд еще есть. Грамотно пока защищается Байс Холонов. Но надо темп сейчас, конечно, наращивать. И последние силы отдавать. Очень хороший сейчас вот атака. Посадил на бедро. И за спину проходит Айтал Михайлов. Отлично. Сравнивает счет. Нет, извините, Байс Холонов сейчас, да. И уже 7-1, извините, отвлекся. Да, Байс Холонов 9 уже, да? Или 7-1, 7-1, свисток. И 11 секунд остается. Последние секунды. Ну и Байс Холонов близок к полуфиналу. Все, да, 9-1 в пользу Булата Байс Холонова. На ковре Б весовой категории Хорошую до схватку, да, показал 65 Байс Холонов. И очень серьезный будет соперник у Айхана Антонова в полуфинале. Булат Байс Холонов, Республика Ждем Бурятия. схваток. На ковре А победу одержал Сергей Семенов, Республика Саха-Якутия, весовая категория до 97 килограммов. Ну, как вы слышали, на ковре На А ковер А победу одержал приглашаются Сергей Семенов. Никита Сафронов, Республика Саха, Алексей Онищик, Республика Бурятия. И на ковре А, на ковер должны выйти сейчас Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, и Алексей Онищик, Республика Бурятия. На ковре Б, видимо, пока пауза. Не знаю, посмотрим, кого сейчас на ковер Б.
На ковре А победу одержал Да, Никита Онищик Сафронов, снова Республика не вышел на Саха-Якутия. ковер, я так понимаю, и На ковре победу А одержал начинается Никита полуфинальный поединок весовой Сафронов. категории до 57 Да, и килограммов. долгожданные полуфиналы сейчас у нас Приглашаются начинаются весовой Харасхан категории до Григорьев, 57 килограммов Айсен Винокуров, на представитель ковре команды А. Республики Саха. 57 килограммов, но здесь, конечно, представительство Якутии. Все 4 спортсмена в этих полуфиналах на ковре А в весовой категории до 57 килограммов будут из Якутии. Первыми на ковер приглашаются На Харасхал ковре Б Григорьев начинается третий и круг весовой Айсен категории Винокуров. до 86 килограммов. Приглашаются представители команды Республики Саха Алексей Ефимов, Игорь Сафронеев. А на ковре Б, да, там 86 килограммов. Ну, там опять же круговая система. И Алексей Ефимов и Игорь Сафронеев, я так понимаю. Да, будут бороться. Но мы все-таки больше внимания будем уделять ковру А, потому что здесь решающие схватки. Полуфинал весовой категории до 57 килограммов. Харасхал Григорьев и Айсен Винокуров. Свисток. Уважаемые спортсмены, все финальные поединки состоятся в 15 часов. Пойдем? Бар пыгать? Харасхал 2001 года рождения. Молодой парень совсем. Айсен, конечно, постарше, 99-го. 23, 21. Григорьеву. Айсен, конечно, поопытнее был. Послушайте Ну и информацию. показал, конечно, Все очень финальные хорошую поединки борьбу состоятся в 15 часов в ровно. четвертьфинале. Посмотрим. За спину проходит сейчас Григорьев Харасхал. И первый балл зарабатывает сейчас в свою пользу. 1-0 ведет. Так, продолжается поединок. Только что объявили о том, что все финалы первого дня будут проходить 15:00. Так что не пропустите. 15:00 все финалы. Сейчас в утренней программе, да, мы сейчас все, опять же, схватки посмотрим. Полуфинальные. Узнаем имена тех, кто выйдет бороться в большие финалы и в малые, конечно. Утешительные схватки также будут проходить. 2-0 ведет Харасхал Григорьев. Айсен Винокуров начинает сейчас включаться по-серьезному. Пытается заработать балл. За ковром уже соперник, в принципе, да? Нет, баллов не дает, потому что в партере
В общем, здесь достаточно такое интересное тоже бывает разночтение. Наверное, да. Был на коленях и соперник, и атакующий. На ковре А Так что полуфинальный 2:0 поединок ведут ведет в красных трико Карскал Григорьев. Григорьев, в синих Айсен Винокуров. На ковре Представитель Б команды Республики со счетом Саха 1:0 ведет На Игорь ковре Б Сафронеев. весовой категории до Он близок 86 наверняка уже к килограммов. медалям, потому что это уже третий ведут круг. И Алексей Ефимов, я не Игорь могу сказать, что Сафронеев, все он свои представитель схватки команды выиграл. Но Республики Саха Якутия. да, в первом круге Сафронова выиграл. Далее выиграл у Алексея Ефимова. Ну и сейчас ведет схватки с... Нет, Михаила только с Алексеем второй круг, да? В общем, да. Смотрим за полуфиналом весовой категории до 57 килограммов. Айсен Винокуров проигрывает со счетом 0:2. И будет сейчас, конечно, он активнее работать. Последняя трехминутка. Айсен Винокуров защищает также честь Мегина Кангаласской школы вольной борьбы. Эта команда стала победителем у себя дома в командном зачете чемпионата республики. Очень серьезный прогресс показали в этом году. Ну, конечно, у них уже есть и звезды борьбы, да, стоящие и восходящие ребята. Ну и командную работу очень хорошую показали, слаженную. На очень высоком организационном уровне провели чемпионат. Опа, сейчас бросок. Да, пытался сам бросить, но накрылся, скажем, да, и на 2 балла. 2:2. 2:2. Тоже согласен с таким решением, с действием, да. Будет работать, нет. Свисток, минута 24 остается до конца схватки. Челлендж от угла. Нет, да, не взял. И 2:2 ведет сейчас Айсен Винокуров. Счет равный. Последняя минута полуфинальной схватки. 57 килограммов. Айсен Винокуров близок к тому, чтобы выйти в финал, насколько я понимаю. Тут реклама прохладительного напитка. Product placement от Спорт Якутии. Два, 30 секунд остается Карскалу Григорьеву. И за спину сейчас нет, не смог, да, сейчас атаковать Айсен Винокуров. А счет-то скользкий сейчас. Ну, было бы лучше, конечно, на контратаке поймать соперника. А он тоже опять в глухую оборону ушел. Если он сейчас вдруг за ковер, да, заступил бы. Но не будем говорить. Если бы дока бы, Айсена Винокурова поздравляем с выходом в финал весовой категории до 57 килограммов. Карскал Григорьев показал себя с лучшей стороны на этом чемпионате и будет бороться за бронзовую медаль в вечерней части программы.
Своего соперника он узнает, конечно, позднее. Но очень хорошо себя проявил, конечно, молодой борец. На Герман ковера приглашается Степанович Федор Постников, Джулустан Кантоев Федотов, его представитель команды секундировал. Республики Саха. А тем временем на ковре Б Сафрон Сафронов вышел. Игорь Сафрониев одержал победу, а Сафрон Сафронов вышел против представителя еврейской автономной области Михаила Пешкова. Михаил Пешков в красном трико, как вы понимаете. А здесь на ковре А следующий полуфинал. Федор Постников, Джилстан Федотов. Тоже очень интересная схватка. Оба являются воспитанниками Чурапчинской школы вольной борьбы, родом Федор Постников из Татинского улуса. А Пешков тем временем 4-0 ведет в схватке против Сафронова. Уже очень неплохое, в общем, качество борьбы показывает наш гость из Биробиджана, солнечного. Первая минута проходит в разведке. Постников, Федотов. Но здесь предсказать исход, да, очень сложно. И оба достаточно опытные борцы. Ну, Федор даже опытнее, конечно. В составе сборной он уже достаточно давно. Победитель и призер различных турниров, всероссийских, победитель международного турнира памяти нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Здесь же ЦСП «Триумф», в Центре спортивной подготовки «Триумф», он одержал тогда победу. Показал себя тогда очень ярко. Были бы здесь еще, конечно, полные трибуны. Чемпионат бы, конечно, совсем по-другому выглядел. И дыхание было бы совсем другое. Да и спортсмены уже, наверное, другую борьбу, чуть-чуть другую борьбу, наверное, показывали. Постников первый балл зарабатывает за счет предупреждения соперника. 1-0 ведет. И первый период вот может в таком ключе и завершиться у нас. 40 секунд остается. Очень неактивны, да, скажем, спортсмены. Хорошо друг друга знают, конечно. И так, за спину выходит Федор Постников. 3-0 ведет уже. Работает хорошо сейчас в партере. Опа, очень красиво сейчас отработал в партере, красиво перевернул и 5-0 ведет. Идут спортсмены к своим углам, 30 секунд на отдых. Очень хорошей форме, как и, в общем, говорили, да, в первой схватке Федор Постников. Да и как-то, в общем, изменил он свою манеру-то борьбы, да, и в лучшую сторону. Очень много, видимо, работал, и в тактическом плане он действительно изменился. Обычно с небольшим разбором в очках, да, там, ну, в общем, в такой выжидательной больше манере он работал. Сейчас же мы видим очень атакующего уже борца. На последних секундах очень ярко себя показал здесь. То же самое было, конечно, и вот на турнире Ивана Ярыгина. Вы помните, он слишком много очков отдал с одного захвата, там чуть ли не досрочно проиграл, но потом уже включился и показал свой арсенал, свою борьбу, навязал свою борьбу. И со всем временем ему чуть-чуть там не хватило, нескольких секунд, так бы выиграл. В общем, в этом не сомневаюсь даже. Ну и здесь он
очень хорошо себя показывает. Может сейчас выйти в финал и встретиться с Айсеном Винокуровым в борьбе за золотую медаль чемпионата Дальнего Востока. Это тоже серьезное достижение, конечно, потому как если ранее, да, Бурятии не было на Дальнем Востоке, и действительно там львиная доля медалей доставалась именно сборной Якутии, и в общем-то это по большей степени превращался даже в такой чемпионат республики, открытый, скажем так, да, дальневосточный, то сейчас, конечно, картина совсем другая, и конкуренция гораздо выше, конечно. И Бурятия, и Забайкалье, и ребята, которые двойной зачет дают, могут принимать участие, как вы понимаете, да. Ребята из Иркутска тоже двойной зачет, к примеру, дают, в Бурятии и так далее. В общем, количественно это уже очень серьезная там подпитка именно в качественном отношении. Наши соревнования только выигрывает Дальний Восток от присутствия Забайкалья и Бурятии, конечно. Первый балл на счету у Джулстана Федотова за счет, конечно. И сразу в ноги, конечно, проходит сейчас Федор Постников. 1 балл зарабатывает, 6-1 ведет. Последняя минута сейчас пойдет. Молодец, Федор, хорошо. Настоящий фанат своего дела, большой работяга, скромный, хороший парень. Федор Постников. 6-1 ведет, Джулстан работает на последних секундах, еще время-то у него есть. Сейчас чуть-чуть попозже остановили таймер, еще 2 секунды украли, я бы сказал так. Тем не менее, сейчас будет отрабатывать по полной Джулстан. Ничего другого ему не остается, слишком много он баллов отдал в первом периоде, конечно, чего я не ожидал. Да мало кто, наверное, ожидал, что вот такой разброс будет после первого периода. Тем временем Сафронов, какую скрометную тоже борьбу сейчас показывает и делает камбэк. 7-4. Нет, не засчитали. 5-4 он все-таки выиграл схватку. А здесь поздравляем Федора Постникова. Поздравляем его отца, главного его болельщика Александра Постникова, известного журналиста и любителя борьбы, конечно, болельщиков Федора, с тем, что он вышел в финал и будет бороться с Айсеном Винокуровым. На ковре А начинается второй круг. Ждем финала в 15:00. 15:00. Приглашаются Герда Данилова, Дария Мачахова, представительницы команды Республики Саха. На ковре А На ковер выйдут Б бороться приглашаются женщины. Ларион Рожен, Айсен Кабырин, представители команды Республики Саха. Данилова Герда и Мачахова Дария выйдут на ковре А. Весовая категория до 50 килограммов. Обе спортсменки представляют Республику Саха-Якутия. На ковре Б заключительная схватка третьего круга весовой категории до 86 килограммов. Вызывается на ковер Рожен Илларион, Республика Саха-Якутия, и Айсен Кабырин, Республика Саха-Якутия.
ковре А весовой категории до 50 килограммов чистую техническую победу одержала Герда Данилова, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Буян Цыренов, Республика Бурятия, Станислав Итак, Свинобоев, Республика Саха-Якутия. Так, уважаемые зрители, начинается На ковре самая Б интересная поединок весовая ведут категория до представители 74 команды килограммов, Саха-Якутия. полуфиналы. В красном трико На ковер А Владимир приглашаются Дрожжин, в синем трико Буян Цыренов, Айсен Республика Катурин. Бурятия, и Станислав Свинобоев, Республика Саха-Якутия. Сразу после этой пары ждем Николай Сивцев, Никита Шаргалов. Также полуфинал с участием спортсменов Саха и Бурятия. Интереснейшая схватка. Опять же, все подключаемся, смотрим, болеем. Не пропускаем никак вот эту схватку. Надежда сборной Бурятии и тоже самое можно сказать о Станиславе Свинобоеве. Один из лучших борцов молодой плеяды нашей сборной Республики Саха. Как-то крупнее, в общем-то, выглядит Буян Цыренов. То же самое было и в борьбе с Андрианом На ковре Б весовой категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Айсен Катурин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются полуфинальные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются А на ковре РД Б Шарастепанов, уже в 65 Виктор килограммов Журбаев, полуфинал тоже представитель начинаются, так команды что Республики Бурятия. посоветую всем следить за двумя сразу коврами тоже, если есть такая возможность. Выходит на ковер весовой категории до 65 килограммов Эрдем Шарастепанов, Бурятия, и Виктор Жербаев, Бурятия. А следующей парой Айхан Антонов и Булат Байсхолонов. 30 секунд отсчитывает на ковре А Буяну Цыренову. И Станислав Свинобоев сейчас может первый свой балл заработать. Очень осторожно, да, выглядит Буян Цыренов, в отличие от первых его схваток. Понимает, что уже соперник гораздо серьезнее перед ним. 2 минуты уже прошли. Первый балл у Свинобоева. 0-1 ведет. Пытался сейчас пройти в ноги, но может сейчас и свою атаку провести. Станислав не стал здесь сильно настаивать. Опа, отличный бросок сейчас в ноги. Хорошо сейчас уронил соперника. Взял 2 балла. Очень чисто, хорошо, красиво отработал Станислав Свинобоев. И первый период он ведет уже со счетом 3-0. Прекрасная атака. За спину сейчас выходит Буян Цыренов. Пока нет балла. И время завершается 3-0. Да, не хватило ему нескольких секунд, чтобы забрать баллы. Очень интересно сейчас последняя трехминутка будет. Республики Бурятия Буян Цыренов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Станислав Свинобоев. Станислав ведет 3-0. Начинается
второй период. Опа! Какой сейчас... Какая атака, да? Сразу же по началу. И 4 балла. 4 балла в этой атаке берет Буян Церенов. 4-3 ведет уже. Как активно начал. За 15 секунд уже заработал 4 балла. Надо было ожидать, конечно, такого. Тем более, что концовка тоже была за ним. Правда, не успел, конечно. Но здесь уже более осторожен будет. Хотел повторить опять же свой вот этот нырок в ногу Станислав Свинобоев. Чуть разнообразнее надо, наверное, будет На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории. До 65 килограммов ведут эту атаку он уже ждет команды наверняка. Республики Бурятии Эрдек Шарастепанов. Спортсмен тоже, и Виктор уже достаточно Жербаев. опытный. 2 минуты остается. Да, все внимание этому ковру. На ковре Б первый период ведет пока Жербаев Виктор. Очень осторожно сейчас надо бороться Станиславу. Конечно, разрыв небольшой. Так что излишне рисковать, наверное, не стоит, но все же атаковать надо. Готовить надо атаки. Не бездумно лезть, а продумывать атаки, искать слабые места, уязвимые места. В концовке, наверное, будет нагнетать темп. И сейчас 30 секунд отсчитывает Церенову за неактивное действие, да. Снова этот бросок в ноги. Очень красиво опять прошел. Но защищается Церенов. Защищается. Не дал балл. Но сейчас балл будет уже у Станислава Свинобоева. Счет 4-4. Счет 4-4. «40 секунд остается. Предупреждение Церенову. 30 секунд остается. Да, проигрывает сейчас Станислав. Проходит в ноги. Очень красиво сейчас прошел. Опять же в эту в правую ногу. За спину. Нет, не получается. 15 секунд. Опа, красиво сейчас за спину выходит. 10 секунд остается. 4-2 ведет. И еще 2 балла зарабатывает. Еще 2. Это уже победа. 8-4, да. Отличная схватка. Напряженная. Классная. Благодарит болельщиков и многочисленных, кто преданных. Это, конечно, спортсмены, тренеры. И выходит в финал. Ну и поздравляем Станислава Свинобоева. 10-4. Интереснейшая схватка, которая заставила всех нас, конечно, поволноваться. Но все же с исходом в пользу нашего спортсмена Станислава Свинобоева. Далее мы ждем на этом ковре Николая Сивцева и Никиту Шаргалова. Следующая полуфинальная пара весовой категории до 74 килограммов. На ковре Б Виктор Жербаев ведет уже со счетом 3-0. Остается там 37 секунд. Мы все-таки больше внимания будем опять же уделять ковру А пока. Албан Авакумов выходит. Я не очень понял, в общем-то, там был или челлендж, или что. Почему Албан Авакумов? Или это утешительный, да? Нет.
ковре Б победу одержал В общем, я обратился к Виктор судьям, да, и спросил, Жаргалов, почему Республика Албан, а не Бурятия. Николай Сивцев, как я ждал, да. Там, И оказывается, выходит в финал. небольшая неразбериха Ковер была, и приглашаются по Альхан качеству Антонов, Республика Саха-Якутия. выиграл Албан Аввакумов, Баясхалонов, и Республика именно он будет Бурятия. борется, вернее, уже за выход в финал. Албан Аввакумов и Никита Жаргалов, Саха, Бурятия. Очередная схватка. Интереснейшая, опять же, борьба здесь будет. У Аввакумова тоже очень интересная техника борьбы. Опа! И здесь как-то, в общем, достаточно просто попался. 2-0 уже ведет Жаргалов. Работает в партере успешно. Нет переворота здесь. И наоборот, уже за спину мог выйти сейчас Албан Аввакумов. Ну, наверное, сейчас свисток от арбитра, да. К центру ковра. Ну, в общем, ничего страшного. 0-2. 4 минуты еще в распоряжении у Албана Аввакумова. Напомню, что финалов 15:00 пройдут сегодня. А тем временем на ковре Б полуфинальная пара весовой категории до 65 килограммов. Айхан Антонов в красном трико и Булат Баясхалонов, Бурятия, в синем трико. Пока там счет 0-0. А здесь уже Жаргалов ведет 4-0. Первый период. Мне кажется, практически болевой там прием уже применяет. 4-0 первый период завершается. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Албан Аввакумов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Никита Жаргалов. Полуфинальный поединок. На ковре Б Айхан Антонов и Булат Баясхалонов пока нули. И арбитр призывает активнее бороться. Засчитывает 30 секунд Баясхалонова. Он тут же в ноги проходит, пытается пройти. Снова бросок в ноги. Чуть было на контратаку он не попался. Айхан Антонов пытался там за спину пройти. Не получилось. Ну, зато первый балл за счет неактивности соперника он сейчас возьмет. 1-0 Айхан Антонов ведет. На ковре тем временем проходит в ноги Албан Аввакумов, но, к сожалению, вестов это ему не принесло. Баллов пока нету. Очень активно защищается Жаргалов. И за спину проходит соперника. 6-0 уже ведет. И здорово он работает в партере тоже. Еще 2 балла. 8-0 уже. В этой завязке еще, если 2 балла еще набирает, и 10-0 уже выигрывает. Да. Никита Жаргалов выходит в финал весовой категории до 74 килограммов и встретится со Станиславом Свинобоевым. Финалы, еще раз напомню, в 15:00.
нашем прямом эфире можете посмотреть. Нет, 2 балла, да, все-таки засчитали Аввакумову, и схватка продолжается. 10-2. Там, да, обоюдный был действие. Минута еще есть. Албан Аввакумов, чтобы что-то показать. 50 секунд. Тем временем Антонов еще ведет 1-0. Айхан. Опа, бросок какой совершает Албан. Сейчас чисто надо положить. Албан Аввакумов, вот это да! Дважды он из самой сложной ситуации бросает соперника. Чуть было он не проиграл чисто и выиграл на туше. Вот эта схватка Албан Аввакумов. Какой характер показал. Я уже записал Жаргалова победителем. Переношу свои извинения. Албан Аввакумов. И выходит в Вот финал. это да. Будет бороться за первое место со Станиславом Вот это Свиновоевым. да. И такие эмоции от него, да. Не скажешь, что он радуется даже. Но бросок, конечно, это был просто блестящий бросок и чистая На победа. ковре А Поздравляем начинается третий Албана с круг выходом в весовой финал. категории до Он 97 встретится со килограммов. Станиславом Свиновоевым. Еще один Дмитрий чисто якутский Еременко, финал. Напомню, Амурская 57 область, килограммов. Богдан Арсен Овчинников, Винокуров и Федор Республика Постников. Саха. И Станислав Свиновоев, Аввакумов. И что примечательно, 2 представителя 2 одинаковых улусов, Мегина Кангаласский и Татинский. И в 57, и в 74 килограмма. Думаю, что болельщики из этих улусов будут еще пристальнее наблюдать за схватками в финалах, болеть за своих спортсменов. Очень интересно. Тем временем Айхан Антонов тоже ведет в схватке с Байсхолоновым 4-2. Напомню, в финале их ждет Виктор Жирбаев, сборная Бурятии. Минута 10, 9, 8. Айхан Антонов, да, кричат ему, что не надо останавливаться на этом. Разрыв небольшой, 2 балла, это одна атака действительно. Очень активен сейчас Байсхолонов. 50 секунд остается. Ну и последние секунды все решат здесь, конечно. Ну да, жалуется, что да, не дает бороться, вяжет. Арбитр предупреждает. Без баллов здесь. 35 секунд. 35 секунд. 4-2. На ковре Айхан А Антонов, представитель Нюрбинского улуса. чистую победу на туше одержал Дмитрий Еременко, Амурская область. На ковер А приглашаются Владислав Шумов, Приморский край, Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Последние секунды, последние 10 секунд, бросок в ноги. Очень опасно сейчас будет. Пытается сейчас сделать бросок, но да, защищается отлично Айхан Антонов. И все, победа. 4-2. Айхан Антонов в финале. И в финале он оспорит золотую На ковре медаль Б с Виктором весовой Жирбаевым. категории И до вскоре 65 килограммов. Полуфинальный поединок. Одержал победу Айхан Антонов. на ковре Республика Б Саха-Якутия. схватки И весовой будет категории бороться до за первое 97 место килограммов с проходят. Виктором Жирбаевым. Шумов Владислав, Приморский край, и Сафрон Сафронов. Это 3-й круг получается. Республика Саха-Якутия. Baba, bu kevirge bitti de. Bu kevirge.
На ковре Б через 5 минут состоится утешительный поединок в весовой категории до 65 килограммов. На ковре На Б ковре через 5 минут пока без баллов состоятся тоже. утешительные поединки весовой категории до 65 килограммов. Ну, кстати, это не Сафронов, 97. В общем, да, напомню, да, у нас в 3 весовых категориях, где уже наибольшее количество было представителей, уже известны финалисты. 57 килограммов Айсен Винокуров и Федор Постников, 65 килограммов Виктор Жербаев, Бурятия, и Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия, и 74 килограмма Станислав Свинобоев, Республика Саха-Якутия, и Албан Аввакумов, Республика Саха-Якутия. В 2 весах с небольшим количеством участников схватки проходят по круговой системе. Это 97 и 86 килограммов. Ну и на ковре Б сейчас будут проводиться утешительные поединки. Мы ждем финальных поединков, которые начнутся в 15:00, извиняюсь. И остается всего 1,5 часа. Обязательно ждем вас в прямом эфире. Будем болеть. На ковре А весовой категории до 97 килограммов третий круг ведут Владислав Шумов, Приморский край. В синем трико Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия.
На ковре А победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются утешительные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Егор Вензель, Юргун Александров, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковер Б на утешительный поединок приглашаются Егор Вензель, Юргун Александров. На ковре Б на утешительный поединок приготовится Игорю Зарницыну, Александру Неустроеву. На ковре А начинается утешительный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Дмитрий Илларионов, Аял Белолюбский, представители команды Республики Саха. На ковре Б утешительный поединок весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Егор Вензель, в синем трико Юргун Александров, представители команды Республики Саха.
решительный поединок весовой категории до 57 килограммов ведут представители команды Республики Саха Дмитрий Илларионов, Аял Белолюбский. На ковре Б победу одержал Юргун Александров, Республика Саха, Якутия. На ковер Б на утешительный поединок приглашаются Игорь Зарницын, Амурская область, Александр Неустроев, Республика Саха. На ковре А весовой категории до 57 килограммов победил Аял Белолюбский, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Сергей Семенов, Республика Саха, Владислав Шумов, Приморский край.
На ковре Б победу одержал Александр Неустроев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Игорь Сафронеев и Ларион Рожин, представители команды Республики Саха. На ковре А весовой категории до 97 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Сергей Семенов. Его соперник в синем трико представитель команды Приморского края Владислав Шумов.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико Игорь Сафронеев, в синем Илларион Рожин, представитель команды Республики Саха. Tarışıyor da Amerikan kalanlık var. Ha? Bu da Amerikan madde На ковре Б чистую техническую победу одержал Игорь Сафронеев и выходит в финал. На ковер Б приглашаются Айсек Капырин, Сафрон Сафронов, представители команды Республики Саха. bitti de. Taksan mı? Ha? На ковре А победу одержал Сергей Семенов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. На ковер А приглашаются Никита Сафронов, Республика Саха, Дмитрий Еременко, Амурская область.
Полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов на ковре Б ведут представители команды Республики Саха Айсен Капырин, Сафрон Сафронов. На ковре А весовой категории до 97 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Никита Сафронов и его соперник в синем трико представитель команды Амурской области Дмитрий Еременко. На ковре А весовой категории до 97 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха, Якутия. На ковре А до 15 часов объявляется перерыв. На ковре Б победу одержал Сафрон Сафронов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. Будет бороться за первое место с Игорем Сафронеевым.
Добрый день. Приглашаются Марина Насадина, Герка Данилова, представитель команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б начинается поединок за первое место весовой категории до 54 килограммов. Приглашаются Александра Карамзина, Майя Платонова, представительницы Республики Саха-Якутия. На ковер приглашаются спортсменки весовой категории до 53 килограммов Александра Карамзина, Майя Платонова, представительница команды Республики Саха. Третий круг. А сейчас на Б выйдет Карамзина и Платон. Раз. Manlar elbette. Var mı? Var. Gösterdi atak. Звука-то нет. Нету. Раз, два. Нахуй, да. कहाँ कर ले कहाँ कर लिए अच्छा Добрый день, уважаемые друзья. Мы начинаем прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф». У нас сейчас финалы первого соревновательного дня чемпионата Дальневосточного федерального округа. С вами комментаторы Степан Посельский и судья международной категории, представитель Федерации спортивной борьбы России из Амурской области Руслан Вахитович Мухамединов.
Руслан, скажите, как вам понравились схватки, как вам утренняя часть наших соревнований, да? Вообще, какие впечатления от турнира? Впечатления очень хорошие. Утренняя часть прошла у нас на очень хорошем уровне. У нас буквально было 2-3 просмотра всего. И, вы знаете, мне кажется, явные лидеры, они вышли в финал. Вот сейчас будет финальная встреча, они покажут свой класс, что в дальнейшем уже представляют сборную Дальневосточного федерального округа на России, на чемпионате России. Да, действительно надо подчеркнуть, что каждый призер нашего чемпионата в каждом из 10 весовых категорий, да, получит путевку на участие в чемпионате России, да. Ну и давайте расскажем про вечернюю часть наших соревнований, про финалы. Первыми на ковер выйдут борцы весовой категории до 57 килограммов. На ковер за бронзу будут бороться Аял Белолюбский и Харасхал Григорьев, оба представителя Республики Саха-Якутия. На ковре Б Асрор Аманкулов, Хабаровский край, и Джулстан Федотов, Республика Саха-Якутия. А за золотую медаль будут бороться в этом весе Айсен Винокуров и Федор Постников. Также оба представителя Республики Саха-Якутия. Они, кстати, сейчас бронзовые финалы уже начинаются, как вы видите, да. И на ковре Аял Белолюбский и Харасхал Григорьев уже стоят и будут сейчас оспаривать бронзовые медали нашего чемпионата. Кстати, первые медали, да, нашего чемпионата. Руслан, скажите, вот в весовой категории 57 килограммов у нас, в общем, в финал вышли два представителя Якутии, да, в общем, достаточно неплохую и качественную борьбу тоже показали. Да, мы видим, что в этом весе все-таки доминирует команда сборной Саха-Якутии. Как видите, финал за первое место было представителей, и за третье место борются из 4-3 человека. Да, всего в этом весе было заявлено 12 спортсменов, ну и в этом весе лучшими сейчас показали себя именно представители нашей республики. В общем-то, тут был один представитель Бурятии, Хабаровского края, ну, в основном, конечно, представители сборной Якутии, и они и будут оспаривать золотые медали. Ну а за бронзу сейчас тоже два спортсмена из Якутии. Во втором малом финале также мы ждем представителя Республики Саха-Якутия Джулстана Федотова и представителя Хабаровского края Асрора Аманкулова. Вот здесь уже более интересно будет, да? Нет, ковер А, да. Вот мы видим сейчас пока нули на табло. Ну и предупреждение, как мы видим, да, руководитель ковра показывает, что синему надо будет уже посчитать 30 секунд. Да, и Харасхал Григорьев сейчас должен будет в течение этого времени заработать балл. Ну, в противном случае получит Белолюбский Аял 1 балл. Да? Руслан, скажите, пожалуйста, очень много изменений, да, в последнее время было, да, и можете немного про это рассказать. А тем временем Джулстан Федотов уже 6-0 на первой минуте, да, на ковре Б представителя Хабаровского края сейчас достаточно уверенно выигрывает. Да, расскажите, пожалуйста, вот какие сейчас изменения. Как раз вот на ковре А вот при счете 0-0 у нас мы видим, что арбитр выявил пассивного борца, это был борец в синем трико. И вот в этом моменте, в результате 30-секундной борьбы, если пассивный борец берет оценку, значит, ему засчитывается эта оценка. Если же в данном 30-секундном отрезке берет активный борец оценку, ему засчитывается эта оценка, и по истечении 30 секунд дополнительный балл еще дается. Вот, так скажем, что активного борца активирует еще дополнительным баллом.
это вот хорошее, мне кажется, изменение. То есть в том плане, что если соперник активный, в 11 борцов активный, ему поощряется на 10. 10 килограммов ведут в красном трико Аял Белорусский. Так, на В ковре синем счет Казахстан 1-0. Григорьев, Победил Борис представитель Красный команды Трико Белорусский. Республики Саха-Якутия. Да, 1-0 завершился первый период, но сейчас на ковре Б, да, как мы видим, на первой минуте же Джулстан Федотов заработал 6 баллов, ну и пока еще не изменен этот счет. Остается 30 секунд до окончания первого периода. Ну, а мы перемещаемся опять на ковер А. Там уже второй период у нас начался. И очень активно начинает борьбу, опять же, Аял Белолюбский, как мы видим, да. Он предпочитает работать первым номером. Да, по всей видимости, сейчас арбитр должен предпринять меры для активизирования борьбы. Но если вот Борис Красный Трико Белолюбский активно, значит, в ближайшее время должен арбитр зажечь синему пассивность. Ну да, пока неизменно 1-0 стоит. За ковре Б первый период завершился. Борьба за третье место в весовой категории до 57 килограммов. Ну, Аял Белолюбский, мы видим, да, Борис Красный Трико очень активно работает. И с первых минут второго периода также, несмотря на то, что он ведет в счете, конечно, но преимущество совсем небольшое. И правильно он делает, конечно, что предпочитает атаковать, да. Лучшая защита — это нападение, правильно? На ковре Б мы видим, начался второй период. Счет баллов 0-6. Мы видим преимущество борца в синем трико. Да, Федотов достаточно уверенно ведет эту схватку. Я думаю, что вполне может и досрочно завершить, если более удачно, да. Также удачно будет продолжать бороться во втором периоде. На ковре А мы видим, что все-таки включили пассивность борцу в синем трико. Да, и Второй пассив. еще второй балл сейчас может взять, да? А вот смотрите, Аманкулов на ковре Б первый балл заработал все-таки. Ну и Джулстан Федотов сразу же ответил. 8-1 сейчас соотношение баллов у нас. Ну а Белолюбский 2-0 ведет уверенно. Ну и, конечно, Харасхал Григорьев тоже совсем молодой парень. Он очень хорошо себя здесь показал. Несколько очень хороших схваток провел, да, и за выход в полуфинал, да, или даже в финал он неплохо отборолся с Айсеном Винокуровым. Очень хорошую контактную, ну такую грамотную даже, не по годам я бы сказал, борьбу показал. Но здесь, конечно, Белолюбский доминирует и не хочет рисковать, скажем так, да, он работает с первых минут. Ну и в финале, наверное, надо все силы отдавать, зачем, да, экономить уже. Это последняя схватка на этом турнире для спортсменов. В любом случае это финал. Ну и вот, да, за спину еще пытается пройти. 2 балла, да, уже засчитали. Как мы видим, руководитель ковра тоже согласен. И 6-0 уже ведет Белолюбский. Ну, там время остается совсем немного. Хотя, конечно же, опять не остановили табло. Это 2, 3, 4 секунды, это тоже очень много решает, правильно, да? Да, при счете, правда, 6-0 как бы. Но тем не менее, Да. мы же видели здесь броски при счете 10-2 и выигрывали, да. Так что это не факт, далеко не факт. Да, мы поздравляем Аяла Белолюбского с бронзовой медалью, да, нашего чемпионата. Он становится обладателем первой медали наших соревнований дальневосточных и первую путевку завоевал для сборной Республики Саха-Якутия на чемпионат России. На ковре Б тем временем счет 9-1, тоже уверенно ведет эту схватку Джулстан Федотов. Ну, конечно, Хабаровский край, тем более, да, в таком малом весе, это достаточно такое явление, скажем, да, не рядовое. Да. Потому что, 57 это Молодец, традиционно. пробился. Да, молодец, действительно. Ну и приехал, да, решил попытать счастье и в малый финал вышел. Это же говорит о том, что он выиграл, значит, схватку.
Да, неплохой результат. Да. Так, и финал, да? Впереди у нас. Да, сейчас у нас ждет финал. В этом весе Айсен Винокуров выйдет в красном трико. Его соперником будет Федор Постников, тоже представитель сборной Республики Саха-Якутия. 10-1. Ну и время, да, там завершается. 2 секунды. Он поздравляет его соперника. Еще одна медаль в копилку сборной Республики Саха-Якутия. Поздравляем Джулстана Федотова и ждем сейчас главную схватку в этом весе. Борьба за первое место. Финальный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Айсен Винокуров, Федор Постников. Чего вы ждете от этой схватки, если вы смотрели этот вес? Не сильно, да? Может быть, следили. Более большие веса наверное, смотрели, да? Нет, вот этот ковер, вот эти финалисты боролись на соседнем ковре, но по фамилиям я знаю, они очень такие, очень серьезные борцы. Дело в том, что они вместе и тренируются, и знают друг друга. Сейчас будет очень интересно. Мне кажется, у кого Да, и тактически, да, действительно. Да, схваточка будет, и тот, наверное, возьмет верх. Да, уже, скажем так, борьба характеров здесь будет, да, ну и борьба умов, что называется, да, кто кого перехитрит, кто будет успешнее здесь, мы увидим сейчас, уже остается несколько секунд, давайте следим за этой схваткой. Айсен очень сложных соперников тоже прошел, того же Белолюбского, который перед нами только что, да, очень уверенно тоже выиграл. Ну и Федор Постников тоже в хорошей форме находится, явно, да. Посмотрим сейчас. Оба спортсмена достаточно опытные, в полном расцвете сил, что называется, да. Так что Айсен чуть помоложе, конечно, но тоже уже на многих соревнованиях его видели. На чемпионате республики занял 3-е место. Был близок к финалу, честно сказать, если немного не повезло. Опять же, да, мы видим вот тактическая борьба, такая разведка. Сейчас оба спортсмена думают, кому же покажет, да, активность, ну, вернее, пассивность, да, арбитр, кого призовет сейчас больше бороться и кого предупредит, кому дадут балл и так далее. В общем, тут опять же многоходовочка может быть. То есть бывает так, что спортсмен сначала отдает балл, да, потому что следующим обычно дают как раз его сопернику предупреждение. Возможно, как раз сейчас такая ситуация. Да, Красный здесь борец предупреждение. Красный трико отступает немного, дает повод судье. Да, и 30 секунд сейчас отсчитывает. Кстати, хотели же, да, еще ввести вот как раз вот на этих предупреждениях, тот, кто там получил предупреждение и заработал балл, там у него преимущество при подсчете и так далее. Но, как вы мне рассказали, вот это оно не прижилось, это правда. Да, не прижилось, и это все отменили в этом плане. Оставили, как было. Балл. Неизменным, да, вот правильно. В данном случае 30 секунд прошло. В данный момент 30 секунд прошло, и балл, соответственно, получает борец с синим трико. Как мы видим, борец с синим трико предпринял попытку атаки. Да, он пока ведет. Федор Постников ведет 1-0. Мы видим, он все равно не упускает зону, поджимает борца в красном трико. Да, он В зоне пассивности. Да, он не снижает, да, вот свое давление на соперника, то есть все время идет вперед.
скажем так, не дает повода судье. Но тем не менее гасит атаки, да, в захват не идет, мы видим. Больше работает все-таки. Хороший проход ноги сделал борец с красным трико, синим трико. И судья, наверное, ценит это здесь 4 балла. В последних секундах произошел бросок. Борьбу за первое место ведут 5-0. команды Республики Саха-Якутия в красном трико Айсен Винокуров. Что значит надо бороться до последней секунды, буквально Да. за секунду. Кстати, вот и в полуфинале он тоже с Джилустаном Федотовым боролся, да, вот Федор Постников, и вел тоже 1-0 за там, 10 секунд до окончания. И вот за 10 секунд тоже там 3 балла или 4 даже набрал. Точно по такому же сценарию. Но это же говорит о том, что человек готовился, и вот эти заготовки, они работают, да? Опять же, на последних секундах первого периода обычно мало кто рискует, и, наверное, мало кто ждет этого, правильно? В данном случае Это можно тренерская сказать, даже перехитрил установка. Да. борец Опять синим же. трико. Причем 5 баллов это солидное преимущество. Посмотрим. Теперь должен, мне кажется, борец с красным трико включиться. но уже он должен, потому что проигрывает достаточно большим уже разрывом. Он должен уже рисковать, проходить, пытаться там бросить, да, Да. амплитудный бросок совершить и так далее. Борец синим трико ведь уже работает от защиты, но тем не менее не уходит, не уклоняется от борьбы, а блокирует все атаки соперника, сдерживает зону. Посмотрим, время есть у борца в красном трико. Осталось 2 минуты. 5-0. Ну, сейчас, наверное, арбитр должен опять же вмешаться, да, показать пассивность. Ну, или не дает еще повода Пока не дает, Постников. видите, в центре ковра борьба идет. Не отступает, да? Ну, вот сейчас, может быть, да, там, в концовке может быть. Посмотрим. Судья, видите, круговым движением пробует активизировать борьбу. Пока видим, борец в красном трико еще ничего пока не может предпринять. Времени все меньше. Да, к сожалению, сигнал пропал, но неизменно сейчас пока соотношение баллов 5-0 все еще ведет Федор Постников. Осталась 1 минута. Да, сейчас за спину проходит Федор Постников и 5-0. 7-0 сейчас уже счет схватки. Очень уверенно 50 секунд остается. И еще 2 балла синему зарабатывает. 9-0. 9-0. Вот это да. Но финал обычно не бывает таким, да, с таким разрывом. Но это говорит о том, что Федор Постников в отличной форме действительно подошел к этому чемпионату. Здесь немножко, конечно, нагрубили друг друга. Конечно, может быть обидно так проигрывать, конечно. Финал, да, тем более. Но тем не менее. Это борьба. Борцы немножко вспыльчивые. Но тем не менее мы видим, да, преимущество очень серьезное. Да. Ну и остается совсем немного. 26 секунд. 1 балл заработал Айсен Винокуров. Борец в красном трико предпринимает, можно сказать, последние попытки. Идет в захват, пытается что-то сделать, но Постников. Ну и последние секунды. защищается. 2-1. Все. Поздравляем Федора Постникова с этой победой. Золотая медаль чемпионата Дальнего Востока на счету у представителя Татинского вуза, воспитанника тоже Чурапчинской школы вольной борьбы. Поздравляем с этой победой. Действительно очень яркая, красивая победа. Без сомнения он выиграл с таким большим разрывом. Действительно уверенная победа.
Поздравляем. Ну, оба спортсмена уже получили свои путевки. Это тоже достижение. Айсен Винокуров тоже будет участником чемпионата России, с чем тоже можно поздравить. Ну и, конечно же, пожелать дальнейших успехов ребятам, успешно выступить на главном старте на чемпионате России. Далее у нас весовая категория до 65 килограммов. Тоже очень интересные схватки мы сегодня смотрели. Здесь в этом весе наибольшее количество участников было заявлено в этот соревновательный день, да? Так, даже сейчас уточню. Всего в этом весе было заявлено 18 спортсменов. И 65 килограммов. Давайте я напомню, да, кто вышел в схватках за бронзовые медали. Встретятся Ниргун Александров, Республика Саха-Якутия, и Эрдем Шарастепанов, Республика Бурятия. Во втором малом финале Александр Неустроев, Республика Саха-Якутия, и Булат Баясхалонов, Республика Бурятия. Две пары Бурятия, Республика Саха-Якутия в малом финале. Это очень интересно будет сейчас, 65 килограммов. Ну и финал Виктор Жирбаев и Айхан Антонов, тоже Бурятия и Якутия. Так что здесь уже будет гораздо более конкурентная и интересная борьба. Ну и сразу, как мы видим, да, организаторы решили провести церемонию награждения весовой категории до 57 килограммов. Давайте мы поздравим ребят с победой. А, нет, да, девушек, да, сейчас. Да, Эмилия Бачахова, Республика Саха-Якутия, объявили бронзовая медаль. Поздравляем. 50 килограммов девушки. За второе место своей медали награждается Марина Рассадина, Республика Саха-Якутия. Марина Рассадина, серебряная медаль. За первое место золотой медаль награждается Верка Багилова, Республика Саха-Якутия. Лилия Багилова. Золотая медаль. Тоже весь пьедестал якутский, но здесь не было, да, также других регионов, к сожалению. И фотографирование традиционное. Ждем 65 килограммов, 3 пары очень интересных схваток. Сначала на 2 коврах будут проведены бронзовые финалы, а уже затем на центральном ковре Б пройдет схватка за золотую медаль. Виктор Жирбаев, Айхан Антонов. Ну, Виктор Жирбаев — это вот родной брат Евгения Жирбаева, известного борца из Тверки. Тоже очень хороший борец, хорошего уровня, ну и молодой. За второе место серебряной медалью награждается Майя Лапонова, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Александра Таранзина, Республика Саха-Якутия, мастер-спорта. Поздравляем чемпионку дивизиона весовой категории до 53 килограммов. Начинается церемония награждения чемпионки весовой категории до 55 килограммов. За первое место золотой медалью награждается Марта Лапова, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпионку весовой категории до 55 килограммов.
мешает совсем. Надо громче говорить. Начинается церемония рождения чемпионки весовой категории до 57 килограммов. За первое место в золотой медали награждается Татьяна Величковская, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпионку весовой категории до 57 килограммов. Церемония награждения чемпионки весовой категории до 59 килограммов. За первое место золотой медаль награждается Лидия Кунагова, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпионку весовой категории до 59 килограммов. Церемония награждения весовой категории до 65 килограммов. За второе место серебряной награждается Маркиза Положкина, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медаль награждается Любовь Алянова, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпионку весовой категории до 65 килограммов. Начинается священное награждение чемпионки весовой категории до 78 килограммов. За первое место золотой медаль награждается Кристина Леоненко, Хабаровский край. Поздравляем чемпионку весовой категории до 72 килограммов. На этом торжественная церемония награждения чемпионов и призеров среди женщин завершается. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 65 килограммов среди мужчин приглашаются Юрконов Александров, Республика Саха, Эрдем Шарастиманов, Республика Бурятия. Да, сейчас вызывают спортсменов на ковре А. Будут бороться Нюркун Александров и Эрдем Шарастепанов, Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия. А на ковре Б будут бороться Александр Неустроев, также Республика Саха-Якутия, и Булат Баясхалонов, Республика Бурятия. Да, мы будем сразу смотреть за двумя коврами, да, и рассказывать параллельно о двух схватках. Начнем мы с ковра А, где уже схватка началась. Нюргун Александров и Эрдем Шарастепанов. Мы видим два хороших финала за третье место. Уважаемые Представители двух республик, ведущих в нашем федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе. для проведения церемонии награждения. Посмотрим, как сложатся схватки. Ну, соперники, я скажу вам, достойные друг друга. Да, сразу же в атаку сейчас идет, да, Баясхалонов.
И сразу же 2 балла. За 24 секунды только прошло. И начинает атаку, успешную атаку Боец Холонов. На первом ковре мы видим пока счет 0-0. И еще одна атака. За спину выходит. И 4-0 уже счет схватки. Очень уверенно начал Боец Холонов. На ковре А мы видим, оба спортсмена получили по замечанию. Да, нет, поправка, значит, борец в красном трико уже получил 30 секунд за пассивное ведение борьбы. То есть через 30 секунд, если счет не изменится, борец в синем трико получится автоматически 1 балл. Да, Шаростепанов, ну, я думаю, что тоже родственник, да, Даши Шаростепанов, может быть, тоже борцовская, скажем, фамилия, да, в Бурятии. РД Шаростепанов. А на ковре бы еще один бросок, да, сейчас? Еще бросок сделал. Насколько? 4. Да, И даже удерживает сейчас, да, в опасном положении. 8-0 ведет, но убежал, да, сейчас из этого опасного положения, не устроив, но тем не менее проигрывает с таким большим разрывом. 9-0 ведет Боец Холонов. Да, на ковре Шаростепанов 1 балл получил ввиду пассивного ведения борьбы Александрова. И еще один бросок. Нет. Да, 4 балла. И все, да. 4 балла. Уже не такой большой разрыв, да. 5 баллов. 1 бросок уже приближает соперников. Ну и тут даже не завершился еще первый период. 30 секунд еще бороться. Они уже разыграли 13 баллов на двоих. Это действительно много уже. Ну, Неустроев не был согласен с тем, чтобы проиграть уже в первом периоде, да, досрочно. Хотя был к этому близок, 9-0 был счет. Да. Но вот он бросок совершил При счете на 4. 0-9, конечно же. Уже, наверное, может быть, борец в синем трико немного почувствовал уже победу рядом. Да, ну, расслабился. Молодец, борец Неустроев, что в первом периоде отыграл 4 балла. Да, Александр Неустроев. У него еще и сохраняются тем самым шансы. Ну а на ковре А, опять же, Шаростепанов ведет атакующее действие. Напряженная встреча на первом ковре мы видим, да. Да. Сейчас здесь, вот, наверное, арбитр вмешается, должен что-то предпринять, чтобы активизировать борьбу. Да, чтобы не превращалось это в толкотню, да, такую. Да. А на ковре Б очень тоже активно начинает Боец Холонов. 1 балл, 10-4. На ковре А Ниргун Александров прошел вроде в ноги, но никаких дивидендов это ему не приносит пока. Ну и, видимо, поднимет сейчас арбитр их. Да, поднимает арбитр. Счет неизменный. Минута 35 еще бороться. На ковре А все-таки борец в синем трико получает опять пассивность. Ну, да. Оно и по праву, наверное, потому что все-таки борец в красном трико немножко перехитрил, держит зону, немного теснит, и это повод для арбитра зацепиться. Да, и сейчас уже, скажем так, совсем другую сторону уже поворачивается борьба, потому что сейчас при счете 1-1 уже Ниргун Александров в выигрышной позиции оказывается.
Да, уже счет 1-1 и выигрывает Миргун Александров при равном счете сейчас. Уже Шарастепанову надо сейчас активно уже атаковать, рисковать. 40 секунд остается. Ну, это будет уже самый интересный отрезок за 6 эти минут, конечно. Это точно. Потому что оба балла они были разыграны только при помощи арбитра, да? С помощью, Да. конечно, напряженные 15 секунд встречи. В ноги бросается Шарастепанов. Он идет в атаку, естественно. 9-8 секунд. Ну, боец Александров молодец, блокирует. Чуть было за ковер сейчас не вытолкнул, да? И несколько секунд остается. Все. Время свисток. Миргун Александров в тяжелейшей схватке. Ну, скажем, такой действительно непростом поединке выходит победителем и становится обладателем бронзовой медали. Поздравляем. А вот на ковре Б уже картина совсем другая. 10-5 счет. По-прежнему в пользу Бояз Холонова. 50. Опа! Еще 2 балла сейчас на счету Бояз Холонова. 12-5. Для проведения церемонии награждения. Опа, не устроив-то. Ничего себе, сейчас еще 11. 11-12. Если сейчас еще один переворот сделает, он уже выходит победителем в этой схватке. Ничего себе. Ну, время останавливайте, пожалуйста, на табло. Всего 1 балл остается. Вот это схватка. Да, молодец, Борис. Да, красавец просто. Не устроив, Александр не устроив. Республика Саха-Якутия до последнего сейчас борется. Опа! Черт побери, да, вот совсем немного оставалось и еще 2 балла, да? 14-11 и все, чистая победа. Но рисковал, конечно. Очень хорошая, качественная схватка. Сколько баллов на Да, до последних секунд. Молодцы. Бояз Холонова поздравляем мы с победой и с бронзовой медалью. Булат Бояз Холонов приносит своей команду медаль, бронзовую медаль. Виктор Жербаев, Республика Бурятия, Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия. Да, сейчас будет очень непростая схватка. Борьба за золотую медаль весовой категории до 65 килограммов. Виктор Жербаев, Республика Бурятия, и Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия. Просьба приготовиться для проведения церемонии Такие награждения. технически оснащенные борцы, чувствительные. Посмотрим, какая схваточка будет. Очень даже интересно посмотреть. Мне кажется, кто хитрее в этой схватке, тот, наверное, выиграет. Потому что технически не очень хорошо готовы. Да, здесь уже такой темп уже не такой, как в предыдущей схватке, чуть уже спокойнее. В разведке начинают, да, наверняка до этого они не встречались. И даже там в юниорских соревнованиях я не думаю, что они встречались, потому что просто из разных поколений, да, они борцов. Чуть постарше будет Айхан Антонов. Так что действительно сейчас разведка спокойная. 5 минут еще остается. Первая минута завершается. Пока никаких активных действий. Опять же мы ждем, конечно, предупреждения от арбитра. Да, сейчас арбитр предпримет Да. в этой ситуации. Чтобы активизировать борьбу, он уже делает замечание борцу в красном трико. Очень равная встреча идет.
Опа, красивый сейчас бросок. 4-бальный бросок. 4 балла. Айхан Антонов. Очень красивый сейчас бросок получился у борца. В очень опасном положении сейчас удерживал спортсмена, соперника. Уходит. Пытается уйти за ковер. Еще 1 балл, да? А, нет. Нету здесь оценки, как показывает арбитр. Вот это да. Хороший Сейчас бросок, уже, да. бросок мельницы был. Да. 4 балла в этой схватке, очень хорошее преимущество. Но Жирбаев, мы знаем, да, его старшего брата Евгения, какой он. Да, борется до конца, Да. функционально готовый. Такой яркий борец с большим арсеналом приемов, да, технических действий. Очень яркий, ну и, конечно, физически очень одаренный спортсмен. Думаю, что и брат его тоже перенял такие же черты, да? Да. Сегодня схватки показали, что Жирбаев все-таки тоже до конца борется. До последних секунд, до последней секунды. То есть он так, это дело так не оставит. Да, конечно. Тем более это финал. Да. Здесь очень высока. Ставки очень высоки. За золотую медаль схватка идет. Звание чемпиона Дальнего Востока, которые, как я уже раньше говорил, что сейчас уже такой вес уже достаточно серьезный имеет, потому что у нас прибавились регионы, да, борцовские регионы, Забайкалье, Бурятия. Ну и очень много спортсменов дает параллельно зачет, к примеру, Бурятии, да, из Иркутска. Так что очень много, действительно, конкуренция уже очень серьезная, там несколько регионов сразу прибавляется. Ну, Айхан молодец, ему секундирует чемпион мира Герман Степанович Кантоев. Наверняка сказал правильные слова, да, своему подопечному. Кстати, вот это движение, может быть, даже он подсказал, да, видел схватки и его соперника, может быть, увидел какие-то моменты, да, какие-то слабые места, ну, или в защите какие-то прорехи, да, по марке, скажем так. Для большого мастера, конечно, схватка — это целая книга, наверное, да, вот, что может прочитать чемпион мира, это не всем подвластно, наверное. Айхан молодец тоже, что слушает все-таки своего Да. секунданта, великого, хорошего борца такого, техничного борца. Снова в завязке, да, спортсмены вот такие в стойке стоят и пытаются найти ключи к своему сопернику. С верхней сейчас стойки пытался пройти в ноги Жирбаев, но уже за спиной его оказался Айхан Антонов. Блестящую, скажем так, борьбу показывает Айхан Антонов. Наверное, немногие могли подумать, что уже 6-0 будет за 2 минуты до окончания схватки. Я думал, честно говоря, что будет такое более действительно тактическая борьба, опять же, без большого количества там набранных баллов, но уже мы видим, да, какое уже серьезное преимущество у Айхана Антонова, но оно, опять же, ни о чем не говорит, да. Только что мы увидели, как борец проигрывал 9-0, в итоге схватка завершилась, конечно, на туше, но за 20 секунд до окончания встречи счет был 11-12. Александр, не устроив такое шоу, устроил настоящее. Счет 0-6, видите, у обоих борцов разные задачи. Видите, арбитр хочет активизировать борца в синем трико, потому что мы видим, что борец 6 баллов свое преимущество удерживает. Смотрим, осталась минута, что предпримет Жирбаев. Да, и да, засчитывает 30 секунд. Пока Антонов Он хорошо снова, защищается. за стойки очень хорошее движение сделал. Нет, там был уже
Там Да, был уже забрал. свисток, да. 2 балла он заработал, но и пошел на накат, но уже оба борца вышли за пределы ковра, и судья вынужден был свистнуть. Да, ну там уже Вот. вне рабочей зоны, но мы видим, да, как челлендж кидает из угла Джербаева. Сейчас арбитры оценят вот эти последние действия, в случае чего могут 2 балла, да? Нет, Да. вернули. Вернули кубик, значит, ну, возможно, еще 2 балла дали борцу. Дали, да. 4-6. 51 секунда еще. Почти минута это. Да. Это очень много на самом деле. Да, с одной атаки 4 балла взял Джербаев. Так что еще ничего не решено здесь, в этой схватке. Джербаеву нужно взять как минимум 3 балла, потому что 2 балла его все равно не спасает, потому что при счете 6-6 Качество, да? Да, качество борца сильно другое. Очень опасное сейчас положение у Айхана Антонова. Прошел в ноги снова его соперник. Пытается сейчас уйти за ковер и отдать 1 балл, к примеру, да. Ну или сейчас постарается защититься, пока нет здесь оценки. И 15 секунд остается. Свистит арбитр. Айхан Антонов, блестящая защита. Да, очень из сложной ситуации, да. Без потерь. Вроде хороший был захват у борца в синем трико, но прекрасная защита. Но тут уже без подготовки идет в атаку Джербаев. И думаю, что Айхан Антонов уже не упустит своего. Поздравляем. Айхан Антонов, чемпион Дальнего Востока, весовой категории до 65 килограммов. Блестящая схватка, очень интересная, содержательная, да. Очень интересная схватка. Напряженная схватка. Напряженная, до да. последних секунд. Ну, какими должен быть финал, да. Блестяще. Поздравить команду Саха-Якутии со вторым Да. золотом. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 57 килограммов среди мужчин. Да, сейчас будет церемония награждения весовой категории до 57 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Аян Белорусский, Джунустан Федотов, представители команды Республики Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Айсен Динапуров, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Федор Костиков, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 57 килограммов чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. На ковре А поединок за третье место весовой категории до 70. Поздравляем всех медалистов весовой категории до 57 килограммов. Ну и продолжаем. Буян Царенов, Республика Бурятия. На Продолжаем нашу трансляцию. поединок за третье место Сейчас весовой уже весовая категория до 74 килограммов. Приглашаются Николай Сивцев, На ковер А приглашаются Василий Шалубкин, Республика Саха-Якутия, и Буян Царенов, Республика Бурятия. На ковер Б Сивцев Николай и Никита Жаргалов, Республика Саха-Якутия и Республика Бурятия снова. Ну, Буян Царенов, конечно, один из главных фаворитов тоже этого веса. Была интереснейшая схватка, да, в полуфинале со Станиславом Севнобоевым. Наверное, это было украшение тоже нашего соревновательного дня. Так же, как и схватка Албана Вакумова с Никитой Жаргаловым, да, когда он, проигрывая 10-2,
сумел выиграть на туше. Чистую победу одержал. Давайте посмотрим за этими схватками. Тоже интереснейшие пары. Здесь, конечно, уже будет сложнее рассчитывать. Ну, посмотрим. Мы видим в боях в финалах представителей Саха-Якутии и Республики Бурятии. Это два ведущих региона на Дальнем Востоке. Да. Неудивительно, что они встречаются в финалах. Так же, как и в предыдущих весе, да, тоже представители Республики Саха-Якутия и представители Бурятии. Очень интересные. Ну как, такая матчевая встреча, даже можно сказать, да. Потому что, ну, конечно, самые многочисленные команды и сильнейшие, конечно, на Дальнем Востоке. Ну, принципиальные соперники, скажем так. Да. Потому что у нас Соперники, друзья, да. Во всех возрастах, буквально вот конкуренция в 5 возрастах, вы знаете, до 16, до 18, до 21 года, до 24 и по взрослым вот как раз буквально командное первенство разыгрывается вот между двумя республиками. Сразу же Василий Шалыгин получает 30 секунд на атаку. На ковре Б пока без действий. Сколько баллов там? Буян Царенов на 4 балла бросок. Оценили его бросок. 4-0 ведет Буян Царенов. А на ковре Б уже более конкурентная схватка. Пока нули. Ну и сейчас первый балл может получить Николай Сивцев. На ковре Б балл зарабатывает борец в красном трико. Такая позиционная борьба. Активных действий практически нет на ковре Б. На ковре На ковре А первый период завершился со счетом 5-0 в пользу Буяна Царенова. На ковре Б последние секунды первого периода. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Буян Царенов. Да. Завершается первый период со счетом На 1-0. ковре Б поединок за третье место весовой категории до 74 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Сивцев. Очень жаль, конечно, что трибуны у нас пустые, да? Нельзя. Не хватает Да, поддержки, болельщиков, конечно, да. С болельщиком сейчас, наверное, так уже гудел бы зал, да, на финалах, с участием, конечно, различных регионов. Это было бы всегда такое нравится болельщикам. Ну и мы стали свидетелями очень ярких схваток. Это всегда эмоции, да, дарит и болельщикам, и самим спортсменам, когда болельщики аплодируют, скандируют, да. Ну, это красиво, это настоящий праздник. Вот, к сожалению, мы пока не можем полноценные соревнования проводить. Но для спортсменов, конечно, очень важно, чтобы эти соревнования проходили, чтобы они могли, да, вот эти те же самые путевки на чемпионат России полномерно потом уже готовиться к главному старту для каждого спортсмена. Все верно говорите. Конечно, спортсменам необходимо соревнования, потому что на соревнованиях спортсмен очень растет, как спортсмен у него повышается классность спортсмена. Ну, естественно, чтобы быть в составе сборной команды России, нужны вот такие вот хорошие соревнования, вот такие вот качественные. Вот. То есть постоянно быть в форме нужно.
Да, Буян Цыренов уже 9-0 сейчас ведет. И если сейчас в факторе удастся ему сделать... Нет, все-таки защищается Шалугин. Ну а на ковре Б уже куда более интересная схватка у нас идет, да? 2 балла сейчас Никита Жаргалов заработал и выходит вперед. 2-1 ведет, 1,5 минуты до окончания нашей схватки. Я знаю, что Николай Сивцев очень такой тоже борец с характером, будет бороться до конца. Парень такой эмоциональный и яркий борец, тоже с хорошим арсеналом технических действий. Из борцовской семьи тоже, с хорошей школой. Ну, это, наверное, специалисту, наверное, сразу заметно, да, когда у человека есть школа, скажем, что не корявый, что называется, да, там. Бывают люди, они все-таки, у кого какая-то специфическая, да, техника, а у кого есть школа, она все-таки, оно видно, да, в движениях. Вот мы видим ковер Б, видите, счет 1-3. Но мы знаем, одна атака красного, допустим, Да, 2 опять. балла. И при счете 3-3 будет выигрывать борец с красным 3-2. Поэтому надеемся, что борец с красным 3-2 сделает атаку. Да, Буян Цыренов уже одержал победу 13-0. Опять, к сожалению, у нас пропадала картинка. Ну, в общем, 13-0, да, тут говорить не о чем даже, да, потому что уже... Вот. Время еще есть для Сивцева, чтобы провести атаку. Может быть, даже и заключительную атаку. Посмотрим, как он ее подготовит. Видите, он активизировался. Поджимает соперника края ковра. Да, последние секунды. Только 2 балла могут спасти Николая Сивцева. Нет, Никита Жаргалов. Жаргалов, видите, как Да, очень, защиту да, включил. хороший мастер все-таки растет, да, в Бурятии, надо сказать. Ну и мы говорили о том, что он проиграл, тогда вел с большим разрывом. 10-2 выигрывал. Конечно, он максимально собранным вышел, наверное, да, на этот малый финал. Ну и финал сейчас. Поединок за первое место в своей категории до 74 килограммов. 2 спортсмена сборной республики Саха-Якутия. Албан Авакумов. Победитель первенства России, призер первенства мира Станислав Сивнобоев и его соперник и друг Албан Авакумов. Тоже у него есть свои титулы. Победа является одним тоже из лидеров в этом весе в нашей республике. Ну и известен он тем, что умеет он досрочно выигрывать, что называется кладочник, да, вот есть такой термин, не вполне, конечно, такой литературный, наверное, но борцы знают, конечно, да, об этом, и вот эта победа его далеко не случайной была, потому что за ним это очень часто наблюдается. Бывают такие борцы просто. Вот он выходит. Ну, Станислав Сивнобоев, конечно, сейчас одна из надежд уже нашей республики на то, что станет мастером большой буквы, что называется. Вырастет хорошего мастера. Очень трудолюбивый парень, я знаю. Сивнобоев. Ну, как вы сказали, Авакумов, он такой непредсказуемый и любит ложить соперников. Если будет какой-нибудь малейший шанс, он, естественно, этим воспользуется. Ну, посмотрим. Схватка началась. Но весовая категория, да, не совсем, скажем так, якутская, наверное, да, но сейчас уже можно говорить о том, что у нас достаточно много уже спортсменов и в 70 рассадин, да, и в 65 тоже у нас ребята тоже боролись и в финале чемпионата Европы Нергун Скрябин, да, которого вы тоже наверняка хорошо знаете. Опа, хорошая атака Албана Авакумова и 1 балл на счету. У Авакумова
Видите, да, хорошо тоже заряженный вышел. Ну, сила духа у него есть, характер, да, это сразу видно. Ну, и просто так люди, конечно, на лопатку соперников такого класса не положишь тоже, да. Это тоже свойство такое, даже характера, наверное, можно сказать. А Вакумов, наверное, понимает, что соперник очень такой достаточно, особенно Да. в последний год прогрессирует. Но, тем не менее, он настроился на него, видите, с первых секунд. Хороший проход ноги сделал, вынес за ковер. Да, не ушел там в защиту, не думает о том, чтобы там... Опа! Сколько? 2 балла, да? 4 балла? Да, 4 балла. Меняется, дали 4 балла. Ну да. Оценили там еще 2 балла, да, дали? 2 балла синий. Да, а За Вакумов? переворот, да. Молодец, Вакумов не растерялся. Но тем не менее. Хорошая 4-3. схватка. 4-3 первый период только. Половина, чуть больше половины прошло только. Пытается за спину выйти сопернику. Видимо, получается у него это. Обороняется пока Албан, но очень близок к тому, чтобы 2 балла опять взять. Да, Станислав забирает еще 2 балла. Выходит вперед 6-3. Работает в партере. Защищается Албан. Хватает соперника за ногу и уже свистит, конечно, арбитр. 45 секунд до окончания первого периода. За ковер сейчас пытается вытолкать. Я бы даже тут не сказал, кто. Так, Обоюдно, да? да, судьи ничего не дали. Да. Обоюдно. Ну, мы видим, заканчивается период. Чемпион и пришел Встреча 6-3. 69 килограммов. Мне кажется, более опытный Станислав все-таки, проигрывая еще при счете 0-1, догнал и опередил соперника. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов. Поединок за первое место ведут представители команды Республики Очень Саха-Якутия. интересный первый период, да? Красным триком Станислав Свиногоев. 6-3. Синим Албан Много активных Авакумов. действий. Борцы не стоят, не всегда в активной атаке, да, и тот, и другой, в общем-то, не отказываются от борьбы, не вяжутся. Такой интересная схватка. Как судья даже скажу, что приятно судить такую схватку, где есть оценки, где, Ну не, да. где не толкаются, где Когда можно уснуть, да? да, действительно. А здесь борцы показывают все, на что способны. Очень хорошая содержательная встреча. Я вот, кстати, да, тоже удивился, что финалы у нас такие очень оживленные. Каждая схватка была действительно очень такой активной, обоюдоострой, интересной. Что-то случилось. Монитор. Монитор, видимо, да? Финальный поединок весовой категории до 74 килограммов переносится на ковер А. Поединок ведут Станислав Свиногоев, Албан Авакумов, представители команды Республики Саха-Якутия. Небольшая техническая заминка.
второй период борцы будут бороться на ковре А. Да, перешли спортсмены на ковер А. Там, видимо, да, табло работает. Да, и продолжается схватка, второй период. Нет, там время, да, еще табло еще не поменяли. Да, сейчас исправили табло. И возобновляется схватка. Посмотрим, что предпримет борец Сидентрикова Авакумов. Все-таки 3 балла разницы нужно отыгрывать. Мы видим, немного активизировался он. Опытный сильный бой, видите, глушит, так скажем, атаки. Ну и сам не прочь, да, тут 1 балл. Виктор Журбаев, Булат Байсалонов, просьба подойти к награждению. Но мы помним о том, что Авакумов может в любой момент, да, удивить соперника. Сюрприз предоставить такой. Опа, сколько сейчас? 2 балла, да? 2 балла. 9-3. Молодец, конечно, Станислав. Он чувствует свой класс. Потихоньку он наращивает преимущество. Ну, как вы сказали, мы ждем от Авакумова сюрприза. Ну да, он будет до последнего, конечно, искать свое счастье в этих захватах, в активной борьбе. Может проиграть, конечно, но свои моменты он будет искать точно. Хотя, конечно, Станислав уже такой показывает действительно зрелую борьбу. Несмотря на то, что ему еще он 21, да, по-моему, год еще. Так что молодой. Хотя как молодой, да, там многие, наверное, олимпийские чемпионы и в 20 лет уже были, да, ими. Чемпионами мира и так далее. Не только от возраста, наверное, это зависит точно, да, зрелость борца. От всего зависит. Опа, еще один. Сработал борец красным триком. Если сейчас еще 2 балла сможет в партере взять, да, и это чистая победа. Станислав Синобоев 13-3. Ну, в принципе, ожидаемая, конечно, победа, да, но такая тоже достаточно интересная была схватка. Сейчас будет церемония награждения весовой категории до 65 килограммов. Ну а потом мы с вами увидим схватки весовой категории до 86 килограммов.
2 схватки и 2 схватки весовой категории до 97 килограммов. Могу назвать, да, кто выйдет на ковер. Весит до 86 килограммов. За третье место будут бороться Илларион Рожин и Айсен Копырин, Республика Саха-Якутия оба. А за первое место также 2 спортсмена из Республики Саха-Якутия, Игорь Сафронеев и Сафрон Сафронов. Весит до 97 килограммов Владислав Шумов, Приморский край, и Дмитрий Еременко, Амурская область, будут оспаривать бронзовые медали. А за первое место 2 спортсмена сборной Республики Саха-Якутия, Сергей Семенов и Никита Сафронов. За второе место серебряной медалью сражается Виктор Жердаев, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью сражается Айхан Антонов, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 65 килограммов. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Илларион Рожин, Айсен Копырин, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре борьба за первое место весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Игорь Сафронеев, Сафрон Сафронов. На ковре А поединок за третье место, весовая категория до 86 килограммов. На ковре Б поединок за первое место, весовая категория до 86 килограммов. На ковер А приглашаются Илларион Рожин, Айсен Копырин, Республика Саха. На ковре Б Игорь Сафронеев, Сафрон Сафронов, представители команды Республики Саха. Чемпион и призер весовой категории до 74 килограммов. Просьба подойти, приготовиться для проведения церемонии награждения. Итак, сейчас у нас на 2 коврах, да, весовая категория до 86 килограммов. На ковре А борьба за бронзовую медаль между Илларионом Рожиным и Айсеном Копыриным. А на ковре Б, на центральном ковре, схватка за золотую медаль в этом весе Игорь Сафронеев и Сафрон Сафронов. Ну, в этих весах, конечно, участников было немного, прямо скажем, и по круговой системе они проводили свои схватки. Вот, тем не менее, мы сейчас с вами в вечерней части увидим самые решающие схватки, решающие судьбу медали. Посмотрим. Вот финал точно будет очень тоже интересным. Как мы видим, в обоих финалах представители сборной команды Саха-Якутии.
Они по праву считаются вот на сегодняшний момент лидерами в этом весе. Посмотрим, как отборются, как расставится призовая тройка. Да, на ковре Б тоже два мастера национальной борьбы, два больших мастера национальной борьбы. Хапсагай, Игорь Сафронеев и Сафрон Сафронов. Игорь Сафронеев один из лучших, в принципе, по всей республике, да, хапсагаистов. Признавался лучшим хапсаистом года. Выигрывал на всех турнирах, на которых принимал участие в своем весе, да. Ну, то есть такие мастера серьезные в национальной борьбе. Ну и, как мы видим, в вольной борьбе тоже преуспели. Вышли в финал дальневосточного чемпионата. Ну и будут бороться за самые высокие места. Показывает руководитель ковра, что надо, да, подстегнуть спортсменов. А на ковре А, как мы видим, уже Копырин вышел вперед на 2 балла. Финал есть финал, давайте посмотрим. Сейчас предупреждение получил Игорь Сафронеев. 10 секунд сейчас отсчитают. Ну, я думаю, что вот здесь как раз вот тот самый момент, когда будет не очень активная борьба. Слишком хорошо они друг друга также знают. И сильные, и слабые стороны, наверное. Придется очень много вмешиваться арбитру Да, по наверное. ходу встречи. Ну, руководитель ковра тоже очень активно указывает, что надо спортсменов как-то расшевелить, попытаться, да? В ноги прошел очень хорошо Игорь Сафронеев. Сейчас 1 балл. Он не стал тут сильно там рисковать, просто за ковер вытолкал соперника и 1 балл заработал. 1-1 счет. Бросок в ноги был тоже действительно эффектным. А на ковре А очень уверенно схватку ведет На Копырин. ковре А весовой категории до 86 Асен килограммов. Копырин. Поединок за 3 место ведут в красном трико Илларио Дрожев, в синем Айсен Копырин, представитель команды Республики Саха. На ковре Б поединок за 1 место весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико Игорь Сафронеев, его соперник в синем трико Сафрон Сафронов, представители команды Республики Саха. Так, второй отрезок нашего финала. И сейчас в выигрышной позиции Игорь Сафронеев находится. При равном счете он последний балл заработал. Заработал причем потом и кровью, что называется, да, за ковер вытолкал соперника. Здесь 2 балла еще записывает на свой счет. 3-1 выигрывает. На первом ковре мы видим уже счет прежний 0-6, но достаточно, мне кажется, преимущество борца синего, борца в синем трико. Еще и он атакует, то есть более-менее какая-то ясность здесь. А на ковре Б такой, можно сказать, ясности нету. Счет 3-1 вроде, но борец в синем трико. Посмотрим, предпримет ли что-нибудь. Ну, что-нибудь он точно предпримет, но получится ли это у него, да? Потому что остается еще, ну, времени-то еще много, на самом деле, 2 минуты на ковре. Для кого-то могут показаться вообще вечностью, да? Но многие борцы говорили о том, что вот последние там 10-20 секунд, они самые длинные, и когда ты на ковре, и когда ты выигрываешь, они тянутся так медленно. Все верно, секунду. Правильно говорится.
Сам на себе сколько раз это испытал. Так, на ковре мы видим досрочную победу. Одержал Копырин. Да, Айсен Копырин. Поздравляем Айсена. Он становится обладателем бронзовой медали. Досрочная победа, очень яркая. 10-0. Не отдал ни одного балла. Ну и последняя минута у нас в финале. Последняя минута финала в этом весе. Сафрон Сафронов сейчас, ну, попробует, наверное, сделать бросок или, ну, конечно, его соперник очень физически очень крепкий, да, ну, видно сразу, что тоже рельефные такие мускулы, плечи и так далее, ну, в общем, просто так такого человека не бросишь даже. Но шанс всегда есть. Уверенно обороняется. Зараз красным перекол. По всей видимости, он не упустит победу. Ну да, 15 секунд остается. Пять секунд. Ну и, видимо, все, да. 3-1. С таким же счетом завершается наш финал. Поздравляем Игоря Сафронеева со званием чемпиона Дальнего Востока. А Сафрон Сафронов становится финалистом и обладателем серебряной медали. Поздравляем, ребят. И ждем уже финала весовой категории до 97 килограммов. Наши заключительные схватки. Шумов Владислав и Еременко Дмитрий. Они будут на ковре А бороться. Это Приморье и Амурская область. Ваш подопечный. И за золотую медаль два спортсмена из сборной Республики Саха-Якутия. Сергей Семенов и Никита Сафронов. Сейчас церемония награждения, как всегда, да. И уже 74. А потом мы с вами подключимся и будем смотреть наши заключительные финальные схватки. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 74 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждаются Буян Царенов и Никита Ханкалов, представители команды Республики Бурятия. За второе место серебряной медалью награждается Алмат Авакумов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Станислав Свинобоев, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 74 килограммов Дальневосточного федерального округа по водной борьбе среди мужчин. Итак, на ковре А поединок за третье место весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Владислав Шумов, Приморский край, Дмитрий Еременко, Амурская область. На ковре Б поединок за первое место весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Сергей Семенов, Никита Сафронов, представители команды Республики Саха-Якутия.
Уважаемый чемпион дивизионной категории до 86 килограммов, просьба подойти на награждение. Айсен Копырин, Сафрон Сафронов, Игорь Сафронеев. Начинаются заключительные схватки нашего первого соревновательного дня чемпионата Дальнего Востока по вольной борьбе. На ковре А, наверное, для моего сегодняшнего собеседника самая интересная схватка этого дня. Да, между представителями Приморья и Амурской области. Шумов Владислав в красном трико и Дмитрий Рейменко в синем. Но, к сожалению, он уже 2 балла отдал своему сопернику. Да, а на ковре Б у нас золотой финал в этом весе. В красном трико в центре ковра ждет своего соперника Сергей Семенов, а его соперник Никита Сафронов с минуты на минуту, секунду на секунду должен появиться на ковре. Оба представителя Республики Саха-Якутия. Ну и здесь, видимо, завершается на этом. Да. Ну, так, наверное, нельзя уходить с Ну, ковра. повезло. Да. Тем не менее, был шанс верхнему дожать соперника. Но счет уже видите какой. 6-0, да. Ну и Чувствующий партер, серьезный. да? Да, на первой минуте. А вы что можете рассказать про Илюменко, когда он занимался? Да, Ну, борьбой? ему 21 год исполнится. А, не так давно, Да. в общем, да, То начал. есть молодой парень. В прошлом году выполнил норматив мастера спорта. Ну, неплохой, может быть, по амурским меркам. Посмотрим сейчас. Все-таки на чемпионате за 3 место. Вот, кстати, приморский парень Шумов тоже очень неплохой парень. Но он уже близок к медали, да, Да, уже Дальнего близок Востока. к медали. Вот видите, счет 8-0. Все-таки добавил 2 балла за уход за пределы ковра на мосту дали. Ну, я знаю, что очень спортивный, да, и регион, и Амурская область, ну, и особенно, наверное, Приморье, да, и инфраструктура у них позволяет, в принципе, да, ну, в общем, к сожалению, спортивная борьба не очень, хотя вот единоборство в целом, да, там, смешанные единоборства, к примеру, там какие-то другие виды, да, они достаточно хорошо развиты, Да, скажем карате, там, и так далее. Есть, как бы, вот, допустим, в Саха-Якутии как национальный вид спорта. Ну там, да, Хапсагай, приоритетно да. самое, да. Вот, очень большое Любовь, внимание, народная любовь, что называется. народная, да, любовь. Спорту номер 1, можно сказать, вольной борьбе выделяется. У нас, мы скажем, в приоритете все виды спорта. Скажем, В основном игровые, да, там, да, наверное, игровые, легкая атлетика. Да, но, тем не менее, как каждый вид спорта по-своему немного развит, но мы стараемся в своих местах немного поддерживать это и развивать его. Ну и постоянно проводятся соревнования тоже, я вот тоже упомянул, да, хорошие соревнования и в Хабаровске, и во Владивостоке, наши ребята тоже постоянно есть, и в Благовещенске тоже. Тоже проводят, да, по очень много соревнований проводят. Игорь Сафронеев. Но мы прекрасно знаем, что Федерация спортивной борьбы тоже очень заинтересована в том, чтобы расширялась география, да, и в целом поддерживает и сибирскую борьбу, к примеру, да, то же самое говорил и главный тренер сборной после Ерыгинского турнира, говорили о том, что вот, да, и наши борцовские республики мы всегда будем поддерживать, и спортсменам всегда будем давать шанс. То же самое, да, касается, к примеру, Виктора Васадина, который сейчас на Ишар-Дагу на рейтинговом турнире завтра будет бороться, я надеюсь, что покажет себя с самой лучшей стороны. Да, за него я тоже очень сильно болею, кстати, лично. Ну, кстати, я вот удивился вообще, да, что вот когда будучи в Красноярске, его очень любят везде. В общем, ну, такой он открытый, веселый парень, и его, в общем, Да, он очень такой, много его действительно. поклонников. Ну, и борьба такая яркая. Да, яркая. На грани фола где-то бывает, да, это да. что-то вот такое. И он, ну, в принципе, Подкупает на протяжении многих лет он поддерживает, ну, себя в форме поддерживает. И вы знаете, он из категории в категорию переходит. Да, да. И последнее соревнование, Ергинский турнир, доказал, что он прогрессирует в борьбе. Вот качество борьбы у него такое заметно улучшилось. И он набирает очень хорошую форму. Дай бог ему дальше и влиться уже в основную команду, сборную команду, и чтобы выступать уже на мировых первенствах. Да, на Европе, да, на чемпионате мира и так далее. Ну, это, конечно,
Вся Якутия, конечно, будет следить за турниром и в Турции, конечно. А у нас уже второй период финала, золотого финала. 1-0 ведет у нас Никита Сафронов. Как мы говорили, видите, счет 0-1, и приходится вмешиваться арбитру, чтобы улучшить качество борьбы. Вот делается замечание борцу синего трико. Он тут же начинает, да, активно работать. Кстати, да. Он принимает следующее замечание, тоже будет предупреждение, 30 секунд ему. А уже если балл будет у его соперника, то уже ему придется это нагонять, а остается времени все меньше и меньше, да. Вот опять та же самая тактика. И вот он пытается сейчас показать всю активность. Правильно делает, конечно, 2 минуты еще бороться. А Семенов сейчас, даже у него такое тактическое преимущество на самом деле у него есть. Сейчас ему надо держаться центра ковра. Сейчас, по сути, идет борьба за центр ковра, да, такая куча мала, скажем, такой. Показать арбитру свою активность надо сейчас, главное, потому что времени еще есть, сейчас даже может, да? Сколько? За минуту, наверное, уже нельзя, или в принципе такого нету такого? Конечно, говорят, желательно, вот видите, в данный момент за минуту 32 борцу. Уже можно было дать. А, вот дали как раз. Вот, да, 30 секунд дали. Да, конечно, надо 30 секунд давать как можно раньше. То есть... Видите, да, вот Сафронов оказался все-таки, да, что называется, понял, да, что дело пахнет жареным, и захватил центр, да, начал теснить и показал арбитру, что активнее. И арбитру пришлось включить 30 секунд. 2 балла еще зарабатывает. Молодец, Никита Сафронов. Отличную борьбу, кстати, он вот на этих соревнованиях показывает. Я вот, честно сказать, много информации о нем не знаю. Парень молодой, да, и действительно отличную борьбу показывает в этом весе. И заслуженно сейчас, абсолютно заслуженно выигрывает 4-0. И тактически грамотно, ну и, как вы видели, и активные действия показал, заработал баллы. Ну, сейчас хорошо защищается, видите, да, гасит все атаки. И близок к золотой медали. Очень близок. 15 секунд всего остается. Сейчас он уже не такой активный, уже более спокойный. Защищается. И еще как хорошо провалил сейчас. Для такой массы, такое проворство такое. Показал хорошую скорость, хорошо показал 6-0 и выигрывает. Ну и улыбаются друг другу. Они хорошо, конечно, друг друга знают, вместе занимаются. Ну и на такой, скажем, такой братской, хорошей ноте мы с вами тоже распрощаемся. Давайте мы небольшие итоги подведем. Да. Сегодня все-таки можно говорить о том, что сборная Республики Саха-Якутия, наверное, свой план все-таки выполнила. Да. 97 килограммов золото, серебро, бронза у Приморского края, Владислав Шумов. 86 килограммов у нас золотая медаль у Игоря Сафронеева, серебро у Сафрона Сафронова, тоже сборная Республики Саха-Якутия. Бронза, опять же, у Айсена Копырина, тоже Республика Саха-Якутия. Загибайте пальцы. Ну и весит до 74 килограммов Станислав Синобоев, чемпион Албана Вакума, серебряный призер. Никита Жаргалов, Бурятия, бронзовый призер. Еще один бронзовый призер из Бурятии — это Буян Цыренов. 65 килограммов чемпион у нас Айхан Антонов. Серебряный призер Республика Бурятия Джербаев Виктор. Бронза у Бурятии Булат Баясхалонов. И у Александрова Нюргуна Республика Саха-Якутия. Ну и 57
Золотой финал тоже якутский. Федор Постиков стал победителем. Серебро у Айсена Винокурова. Джулстан Федотов выиграл у представителя Хабаровского края Аманкулова Асрора. Ну и Белолюбский Аял выиграл своего соотечественника Григорьева Харускала. Так что я думаю, что очень хорошую содержательную борьбу мы с вами сегодня увидели. Завтра продолжим обязательно. Я думаю, что Рустам с нами тоже посмотрит какие-то схватки. Так что спасибо большое и всем до свидания, всем удачи. До свидания. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 86 килограммов. Начинается церемония награждения чемпиона и призера весовой категории до 87 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Владислав Шутов, Приморский край. За второе место серебряной медалью награждается Сергей Семенов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 97